То есть мы приедем, поживем. Ну, вдруг что-то совсем плохо все будет. Ну, собрали чемоданы, вернулись в Украину. Все. Ну, как бы мне объяснили, что вот он такой особенный ребенок, у него такое отношение. Непонятно, почему этот ребенок особенный. Сын сказал, что, говорит, ты понимаешь, мам, у него папа, он богатый папа, и он дает деньги в школу. Как я это восприняла как родитель? Ну, Израиль может быть опасным для ваших детей. Мы приехали в пандемию. Все закрыто, и нужно прививаться. Если ты не привился, ты не человек. В плане дружбы, я так скажу, дружить, я поняла, здесь можно только с нашими русскоговорящими. Он приставал к девочкам, к мальчикам, задирал, обижал. Вот. И был случай, когда мне позвонили, я была на работе, и сказали, что вот такой неприятный момент, у меня ребенка, значит, один мальчик ударил его по голове бутылкой, его же бутылкой из-под воды. Вы думаете, что репатриация — это новый старт с улыбками и красивыми историями? Забудьте. На самом деле это шок. Тяжелые работы на заводах, буллинг, бесконечные очереди в банках и школы, где тебя не ждут. В этом интервью мои гости расскажут все, что обычно скрывают. Личные провалы, конфликты, столкновения с системой и случаи, от которых кровь стынет в жилах. Готовьтесь увидеть репатриацию без иллюзий. Привет, давай сначала познакомимся, расскажи, как тебя зовут, откуда ты репатрировалась. Привет, меня зовут Алина, я из Украины, 4 с лишним года в Израиле, 2 детей. Ну да, вернемся к началу. Вот ты говорила мне, что еще за пару лет до отъезда у тебя было тяжелое предчувствие. Да, так и было. Я к переезду в Израиль готовилась долго. Я понимала, что, скорее всего, мы уедем в Израиль, хотя было два варианта. Это Германия и Израиль, но Израиль перевесил. Вот. Я года полтора, наверное, свыкалась с этим решением, что мы уедем, потому что ну, я не знала, какие квартиры в Израиле. И почему-то мне представлялось, что здесь очень хорошие квартиры, даже если они... Вы уехали за войны или как? Да-да-да, да-да-да. Мы уехали за полгода до войны. А, ну типа, я говорю, вы уехали за войны, как бы ты говоришь, что уехал за полгода до войны. Как-то объясни. За полгода до войны мы уехали, но готовились мы, ну, скажем, я морально готовилась к репатриации задолго до этого момента. Мгм. Ну что вы говорили, типа вот что вам рассказывали вот про репатриацию, про Израиль, да, и почему вот ты сейчас уже из Израиля, почему ты думаешь, что говорили только хорошее, там, плохого ничего не говорили, почему? Во-первых, это политика государства. Это уже сейчас я так поняла. Почему? Потому что не могут разные организации, разные люди и все везде, там, где я читала, что-то смотрела, говорить примерно одно и то же. То есть в этом просматривается какая-то цель. Ну, естественно, когда хотят, чтобы приезжали люди в страну, нельзя рекламировать плохие вещи, нужно рекламировать хорошие. Это очевидно. Но люди обычные, кто был в Израиле или у кого родственники здесь, они говорили так, что Израиль очень тяжелая страна для взрослого населения. Она хороша для детей и хороша для пожилых людей. Эта фраза звучала практически от всех людей, кто знал жизнь в Израиле. Вот. Но так как взрослое население Израиля составляет основную часть, и это большая часть твоей жизни, естественно, это ну, немножко так настораживает. Мгм. Почему так? Ну, единственное объяснение, которое я слышала, это что нужно очень много работать. Очень много работать, и жизни на себя вообще не остается. То есть человек живет как белка в колесе. Ну это оправдалось, как бы, или это иллюзия была? 100%. Мгм. Ты вот использовал фразу в своем рассказе, что ты едешь с мыслью, что человек человеку друг, а попадаешь туда, где человек человеку волк. В чем главное отличие менталитета местных от нашего постсоветского понимания дружбы и честности? Да, так и есть, потому что, хотя я интуитивно чувствовала, что будет очень тяжело, я это вот внутри как будто знала, вот, что, собственно, 100%, 120 подтвердилось. И я даже больше скажу, первый человек, ну не первый человек, а провожающий нашу группу репатриантов, человек, который встретил нас в аэропорту, он, когда мы заходили, он сказал такую фразу: «Не бойтесь, вы дома». И вот как только он сказал эту фразу, я очень сильно напряглась.
потому что, ну, не знаю, вот это имело абсолютно обратный эффект. Ну, и неудивительно, потому что буквально через 5 минут он себя очень грубо повел. Я не помню сейчас, что там конкретно произошло, но я очень удивилась. Ну, как-то грубовато он очень разговаривал. И тот факт, что практически все, кого мы знали, кто знал Израиль, говорили, что, скажем так, только либо нейтральные вещи, либо хорошие. Дело в том, что я смотрела видео, естественно, я искала какую-то информацию, но так сказать, чтобы я что-то нашла глубокое, ну, как бы информацию, которая глубоко объясняет жизнь в Израиле, я ничего не нашла. А вот какая информация для жизни должна была быть? Ну, Ну, вот та информация, о которой говоришь ты сейчас, это медицина, это работа, это отношения между людьми, это отношения к детям в школе и так далее, и так далее. То есть все. Ну, желательно как можно больше. Потому что, когда ты едешь, у тебя нет вообще, по сути, никакого представления о том месте, куда ты едешь. Тебе говорят, что ты едешь на родину, ты это воспринимаешь точно так же. Мы сейчас не будем говорить про интуицию, да, но то, как ты это воспринимаешь и должен воспринимать. То есть ты едешь в безопасное место. И в место лучше, чем ты находишься там, где ты сейчас находишься. Когда ты приезжаешь, ты сталкиваешься с глубоким, ну, как бы разочарованием, потому что все твои ожидания вообще не соответствуют действительности. ну скажи, какие у тебя были ожидания тогда? Ну, первое- это жилье. Я ожидала лучшего. Вот. Конечно, честно говоря, чудом мы сняли его, потому что В плане, типа, извини, в плане как состояния жилой фонд или что? дело в том, что, ну, я не знала, какие квартиры в Израиле, и почему-то мне представлялось, что здесь очень хорошие квартиры. Даже если они уже как бы многолетние, то они должны быть с хорошим ремонтом, с какой-то мебелью, ну, то есть для жизни. И когда я заехала, мы заехали в квартиру, это было, ну, мебель там была, слава богу, но очень темная. Окна так, вот в Израиле так все как-то устроено, что нету, ну, как бы окна есть, но это не совсем как бы в моем понимании окна. Либо маленькие совсем, либо окна балкона. То есть, чтобы это было просто окно, и был свет, и было, ну, приятно находиться в комнате, мы заехали в квартиру хорошую, 70 квадратов. Ну, как хорошую, более-менее. 3 комнаты, кухня, которая закрывается, по сути, как бы даже часть для столовой, но очень темно и, честно говоря, не очень уютно. То есть вот такое расположение комнат, я бы не сказала, что прям для жизни, потому что как-то все вот нескладно, неуютно. Это сложно объяснить, но вот, допустим, у нас то, что зал он проходной получается, вот. И по сути это не есть комната. Комната для детей, она есть, но она очень маленькая. У нас бы это было как, ну не знаю, кладовка. Очень маленькая комната. Спальня наша более-менее по размерам, но тоже небольшая. Ну, то есть зал, где никто не живет, а просто проводит время, он очень большой, но он такой не нужен как бы. Получается, что за счет зала, где мы не живем, взяли вот эту территорию, а комнаты, где мы находимся, их уменьшили. И вот как бы это очень, кстати, много в Израиле. Для меня это непонятно. Даже в очень больших домах и квартирах, так как я убирала, я наблюдала это и очень дорогие, и очень дешевые. Принцип один. Те комнаты, где люди находятся, они очень маленькие. Непонятно почему. Хотя сама квадратура очень большая у жилья. И это везде, это практически одинаково. Ну, то есть я привыкла, ты заходишь в зал, тебе нужно пространство. И чем больше, тем лучше. Тем более, если ты много платишь за это. Здесь этого нет. Здесь большие только залы. Залы, коридоры. То есть не жилой фонд, скажем так. А жилой всегда очень маленький. Ну, то скажи про менталитет, типа, вот второй вопрос, то, что я спросил, вот что дословно, да, вот человек едет с мыслью, что человек человеку друг, а попадает как бы туда, где человек человеку волк. Вот в чем главное отличие менталитета местных от нашего постсоветского понимания дружбы, честности? Сложный, самый тяжелый, самый главный вопрос, потому что страна- это прежде всего люди. Так вот, я привыкла, что, ну, я выросла, по сути, в таком обществе, хотя у меня отец военный, мы много переезжали, но тем не менее, вот на постсоветском пространстве это присутствовало везде. Что люди достаточно открыты, что люди решают все вопросы практически в горизонтальной плоскости, то есть между собой. Больше доверия между детьми, потому что дети вырастают между взрослыми. То есть, если мне какие-то проблемы, я могу спокойно обратиться к своей подруге, знакомой и так далее. То есть в Украине есть такой момент, что вплоть даже переночевать. Люди достаточно очень откровенны, и они могут доверять друг другу, зная, что тебя не предадут и не подставят.
подставят. Это есть, но это в редких случаях на самом деле. В этих случаях в Украине. В Украине, да, да. То есть, Перейди к Израилю, типа. вот. И когда ты приезжаешь с таким пониманием жизни, и ты видишь улыбающихся людей, и ты откровенно с ними общаешься, ты ведешь себя так же, как и там, и вдруг ты обнаруживаешь такую вещь, что то, что человек тебе улыбается, это не значит, что ты ему можешь доверять. То есть он может с тобой вроде бы откровенно разговаривать и тут же передавать этот разговор кому-то. Особенно если это касается работы, то любая ошибка будет доложена. То есть человек тебе может даже вроде бы типа помогать и в тот же момент за глазами тебя топить. Либо с коллегами, либо с начальством. В плане дружбы, я так скажу, дружить, я поняла, здесь можно только с нашими русскоговорящими, потому что с не русско... Ну, понятно, что есть еще моменты языка, но дело тут не в языке, а в менталитете. То есть, работая с человеком рядом, как-то пересекаясь, даже очень близко, ты доверять ему не можешь. У тебя нет никаких гарантий, вообще никаких от слова совсем, что как бы ты хорошо себя не вел и нехорошо не относился, то если человеку будет выгодно, он тебя не подставит, не сольет, не расскажет о твоей ошибке и не подставит. Вот гарантий нет совсем. То есть это, я скажу, это даже чувствуется на каком-то тоже вот таком интуитивном телесном уровне, в виде напряжения. То есть когда ты человеку доверяешь, ты как бы расслабляешься с ним сразу, ты это прям чувствуешь телом. Ты можешь расслабиться, посидеть, мы говорим, это уютно, комфортно. Здесь этого нет нигде. То есть ты когда работаешь, так как ты проводишь большую часть времени на работе, и это много ивритоговорящих, русскоговорящих, огромные коллективы, много разных коллективов, но суть одна. И как это сказывается на твое мироощущение? Ну, я так скажу, когда ты работаешь с человеком, и он обсуждает своего коллегу, причем коллегу он знает гораздо дольше, чем меня, вот, скажем так, он ему ближе по крови, то меня это очень сильно расстроило, потому что, думаю, если человек этот позволяет себе по отношению, можно сказать, к близкому человеку себя так вести, то как же он будет вести себя по отношению ко мне? Мгм. И я сейчас говорю не... Я работаю в сфере, где есть евреи, арабы, там, эфиопы и так далее. То есть много разных людей. Это люди, которые здесь выросли. Это не то, что люди, которые приехали. Я о них даже не говорю. Вот именно те, кто выросли здесь, они выросли в этом местном менталитете. Мгм. Для меня это было очень плохое откровение такое. То есть это как бы восклицательный знак. Надо всегда быть очень осторожным, всегда и везде. То есть все время в напряжении. Ты нигде не можешь расслабиться. А было такое, извини, что перебиваю, а было такое, что вот не просто это было по ощущениям, а именно, что это как-то повлияло на твою работу или еще что-то? Конечно. Мне помогал человек, улыбался. Поведение его говорило о том, что мы, ну, как бы коллеги-друзья, если так можно выразиться. И потом через время, естественно, все выходит наружу, ничего спрятать нельзя. Я узнаю, что этот же человек, который якобы был мне друг-подруг, вот, он потихонечку рассказывал начальству, что не так, что там, какие ошибки в работе и так далее, и так далее. Как ты это поняла? Типа от начальства или... Но надо не забывать, что разговаривают все. И кто-то что-то видел, кто-то что-то слышал. И ты общаешься в коллективе, где много людей. Кому-то ты нравишься, кому-то ты не нравишься. Допустим, тебе симпатизирует, он тебе просто об этом может сказать. А я видел, а я слышал, там, будь аккуратна, то-то-то и так далее. То есть я это воспринимаю как повсеместная слежка друг за другом. Я это так вижу. Мгм. Вот ты упомянула, что в Ульпане спустя всего 3-4 месяца многие начали искать второй роддом. Что говорили люди из других стран, там Франция, США? Ты говорил, что там у вас были смешанные репатрианты. Почему желание уехать возникает так быстро у людей? Дело в том, что да, у нас была сборная солянка в Ульпане. Кто-то Аргентина, по-моему, была, там и Португалия, Франция, США. Ну, понятно, наши были, тоже Россия, Беларусь, Украина, вот, Узбекистан, там еще, ну, в общем, много-много разных людей. Естественно, мы общались, и уже ближе даже к окончанию Ульпана или середины Ульпана, скажем так, было много разговоров. Кто как видит, кто чего хочет. Ну, люди, естественно, делились своей жизнью, как было там, потому что все очень взрослые уже. Вот. Ну, естественно, они делились, как они здесь. Первое, что разочаровало, ну, многих, это жилье. Все сразу подумали о том, как они вообще купят, где они будут жить. И так как практически у всех было свое жилье там, люди хотели своего жилья.
И они не понимали, каким образом они смогут его взять в Израиль, потому что цены, естественно, очень высокие, нужны большой предварительный взнос денег, не для всех это реально. Вот, соответственно, ты понимаешь, что тебе платить еще 25-30 лет. То есть для всех, по сути, ты на всю жизнь в кабале. Ну, это всех смущало. Это первое. И второе, ну, по поводу культуры, скажем так. Молодой человек, который приехал из США, я так поняла, у него было устройство в работе. Он приехал с целью найти себе здесь жену. Он хотел семьи, и он был в поиске. Не знаю, чем все закончилось, но я так поняла, что он вроде как был удовлетворен, на самом деле. Он не жаловался, что ему что-то не нравится в Израиле, но он говорил односложно несколько раз, что все дешевле в Америке. Все дешевле, и как бы здесь все дороже. Ну, это то, что ему не понравилось. Человек, который приехал из Франции, он женился на француженке, ой, точнее, на израильтянке. Он тоже с еврейскими корнями. Вначале было все вроде хорошо, но потом он сказал такую фразу, что он не уверен, что он останется здесь, потому что ему тяжело в этой культуре. Ему не хватало вот такого порядка, спокойствия, все. То есть в этом плане ему было сложно, он прямо об этом говорил. Мгм. А ты сама вот спустя 4 месяца жизни в Израиле, какие у тебя были ощущения? Мы приехали в пандемию. Все закрыто, и нужно прививаться. Если ты не привился, ты не человек. В буквальном смысле ты никуда не попадешь, ничего не сделаешь. Так как я была категорически против прививок еще в Украине, я этот вопрос очень глубоко изучала. К пандемии я уже была готова морально, я знала, что ничего хорошего в этом нет. Я отказалась, естественно, от прививок, и у нас был выбор такой, ну, как бы муж тоже за был, то мы ходим, берем, делаем тест, и с этим тестом ходим по всяким организациям. Ход только такой. Детей в школу устраивали, то есть это было все с боем. Потому что тесты принимали, но, скажем так, не очень радостно. Вот если ты привитой, все нормально. Если ты не привитой, ты уже какой-то странный. Точно так же нас восприняли соседи. Моя соседка, допустим, напротив, она сразу пожаловалась, скажем так, хозяйке моей квартиры, что мы не привитые. Я не помню, откуда она это узнала, но она сразу ей позвонила, сказала, что вот проблема, вот они не привитые, они опасны. А какая разница, хозяйки квартиры, привитые вы или не привитые? Хозяйке как раз все равно. Позвонила соседка моей хозяйки. Они, естественно, ну, как бы ее квартира, они много лет друг друга знают. Очень пожилая женщина, но она вот так вот очень агрессивно восприняла нас как соседей. Потом мы стали определять детей в школу, была та же самая проблема. Было невозможно попасть к директору, какие-то вопросы решить. Все это было через телефон, онлайн, либо с тестом, с боем. Вот. Когда, ну, потом позже расскажу, были случаи, мне нужно было прийти в школу, опять же таки, меня не пускали, потому что пандемия, а у меня на руках вдруг теста нет, все, тебя не пустят. А типа там как бы на входе в школу вы проверяли тесты или что? Ну, ты должен был показать, конечно. Тебя просто не пускали к своему собственному ребенку, или даже если тебя вызывали там, или вопрос какой-то нужно решить по документам, ну, это было решить нельзя. Следующая проблема. Через месяц, там полтора, мы пошли в Ульпан. В Ульпане были все практически привитые. Не привитые было только я и там еще кто-то. Все. Оказалось, это проблема, потому что нас просто не хотели брать в группу. И неважно, тест, не тест, все хорошо, никого это не интересует. Конкретно преподавательница нашей группы сказала: я вас не пущу в класс, все. Вот вы не привиты, вы опасны. Мне кто-то порекомендовал адвоката. По-моему, моя знакомая меня познакомила с нашей бывшей репатрианткой, и уже она мне дала телефон адвоката русскоговорящего, и я обратилась к ней с вот этой просьбой. Что мне делать? Я понимаю, что это незаконно. Я проштудировала информацию. Нас не пускают учиться с мужем в Ульпан. Она говорит: приезжайте, я вам помогу. Я еду к ней, замечательный адвокат. Я хотела заплатить, она говорит: нет, нет, это вот я просто хочу вам помочь. Опять же, русскоговорящая. Она мне достает положение, что при предъявлении теста я имею полное право. Я приношу эту выписку, распечатку. Мы с мужем приносим, предъявляем. Она берет, не пускает нас все равно. И говорит: я звоню директору. Я говорю: звоните. Я говорю: я отсюда никуда не уйду. Я говорю: имею полное право. Вся группа сидит, наблюдает это, все в шоке. Мы так, наверное, стояли минут 10-15. Я четко сказала: я отсюда не уйду, потому что вы не имеете права. Все. И в итоге мы так стояли-стояли.
Она долго с ней разговаривала, в итоге она подошла, сказала: да, проходите. То есть нужно было уже изначально как бы доказывать что-то, добиваться. Я не знаю, что они обсуждали, но факт остается фактом, что ей пришлось нас пустить, и мы начали обучение. Окей, а вот если мы говорим уже про пандемию, расскажи, вот что ты почувствовал в пандемию, типа вот была какая-то поддержка от государства или нужно было самому просто выживать? То есть были какие-то пособия там от государства? Ничего не было. Я видела только проблему, потому что невозможно было ничего решить. Во-первых, не все пункты работали, которые должны были работать. Рядом приходилось далеко ездить. Пока ты поедешь, пока ты возьмешь, то есть ты опаздываешь. Пункты чего? Тестирование, да. М. Там, естественно, очередь. Ну, как бы люди всегда есть. Новая страна, все сложно, язык. Ты все время в стрессе, все время в стрессе. К этому всему еще добавляется пандемия. И как бы израильтяне сами переживают все. И у тебя это все вдвойне втройне. То есть никаких там дополнительных денежных помощи от государства не было? Скажем так, розовые очки, они спадали постепенно. Это, не, это только было начало. Да. Но пандемия вообще тяжелое время, оно было везде. Поэтому как бы неудивительно. Мгм. Вот когда мы учились в Ульпане, мы много разговаривали, делились. Каждый делился своими там разочарованиями. Дело в том, что у всех они были свои. Ну, много кто-то хвалил, все хорошо. Но смешное другое интересное, что люди хвалили, и при этом все равно многие говорили, вот куда можно уехать, куда можно уехать. То есть это было, это правда, что при всем том, что многие были довольны, ну, как бы говорили, что все хорошо, все равно думали, куда еще можно уехать. Не сейчас, допустим, там, через несколько лет и так далее. То есть эти разговоры были все время и много, да. А ты что думала ну, по поводу уехать? Ты не думал уехать? Ты думал строить свою жизнь здесь? Нет, на тот момент я об этом вообще не думала. Ну, скажем так, для меня это было немножко странно, потому что дети в школе, для них и так это стресс-адаптация к новой стране. Любая другая страна, она самая даже лучшая, это все равно опять стресс и адаптация. И поэтому только приехать и уехать это несерьезно. Я так, ну, если бы, я же говорю, сами, то да. А дети это уже второй момент, очень серьезный и основной. Поэтому об этом даже никто не говорил. Мы думали, как бы, что было бы, может быть, но не серьезно. Давай поговорим вот про финансовую ловушку, банковскую систему. Вас сразу по поезду пытались подсадить на огромные суды. Расскажи вот про 120 тысяч. Почему ты подумала, что это ловушка? Вообще расскажи про банковскую систему, как это все работает. Это, на этом приключения в Ульпане не закончились, так как преподаватель, у нас была ивритоговорящая, что меня очень удивляло, и удивляло не только меня. Почему в стране, где очень много русскоговорящих людей, и преподавателей в том числе, в Ульпане преподают люди ивритоговорящие, которые, по сути, объяснить не могут. Мне не нравилось, как она преподает. Не нравилось не только мне, очень многим. Для меня было непонятно. Непонятно то, как она это все объясняет. Естественно, мне, когда мы это обсуждали, моя подруга, знакомая, сказала, что есть другой преподаватель здесь же, ну, понятно, их там несколько. Попросись перевестись в другую группу. У тебя там будут лучше успехи, ты будешь лучше понимать. Я говорю, отлично. Я иду к администратору, прошу, чтобы меня перевели. Ничего такого, все нормально. Из этого получился целый скандал. Мне сказали, что вот эта преподаватель хорошая, я хочу в эту группу. Она говорит, там уже много людей, но да, еще места есть, вы можете туда попасть. И в итоге выяснилось, что вот эту хорошую преподавательницу другие преподаватели вообще не любят. Именно потому, что она хороший преподаватель. Все хотят в эту группу, чтобы знать иврит, и она составляет такую хорошую конкуренцию всем остальным. И это удивительно, потому что вот этим преподавателям, которые не любили эту хорошую, надо было бы немножко подтянуть свои навыки, а не жаловаться на эту женщину. То есть это такая детская позиция, вообще безответственная, не взрослая, что тоже было, как бы для меня было удивительно, не только для меня. В итоге меня перевели, то есть нас с мужем мы учились, все, я была довольна, все хорошо. Но просто это было все в скандале, это было тоже в стрессе, неприятно. И как бы для меня очень странно. Это простая вещь. Просто перейти из группы в группу, из этого сделали целую проблему.
Это первое. Второе, когда, естественно, опять же, мы общались, друг с другом делились, у кого что происходит, и тут в какой-то момент выясняется, что всем пришло СМС о том, что банк предоставляет, Хапуалим предоставляет 120 тысяч шекелей всем, как вот такой единоразовый кредит. Для меня это было прям целое потрясение. Я понимаю, что это огромная сумма, и за какие такие успехи они мне хотят помочь. Видя, какие зарплаты, какие цены, мы сразу поняли, что это что-то не то. То есть, если ты возьмешь, тебе сейчас будет хорошо, но хорошо будет недолго. И потом будешь очень долго отдавать эти деньги. А какие зарплаты были? Ну, на тот момент, вот то, что ну, я, допустим, работала метапеллет, ну, пусть там было 5-6 с половиной, вот где-то так. Ну, это не очень низкооплачиваемая работа, ну, так как А муж где работал? он работал, ну, на тот момент неофициально. Мы же как бы мы учились. Мы там буквально несколько часов где-то подрабатывали, у нас не было много времени. Так, где он работал? Перевозки, по-моему, перевозки, да, перевозки. Ну, ты просто говоришь, типа, вот с такой зарплатой, мы же не знаем, какой зарплаты. Расскажи, чтобы люди понимали, о чем ты говоришь. На тот момент зарплаты были, ну, опять же таки, так как он работал частично, же ж не целый день, это понятно, то есть там это было мало. Но в основном те, кто работали рядом с ним, ну, по-разному, все было по-разному. Там от 7,5-8 до 9-10 и так далее. Но так как эта работа сезонная, ты не можешь так все время получать. То есть даже если ты работаешь постоянно, допустим, на тех же перевозках, то у тебя в какие-то месяцы там, ну, пусть 7 будет тысяч, допустим, примерно там, да, в какие-то у тебя может быть и 10-11. Но на самом деле это, ну, не будет больше 8 в целом, если взять круглый год. А почему вы сразу не пошли на официальную работу? Почему пошли на черную работу? Нет, я пошла официально, я пошла официально. Но так как я училась, я не могла идти на целый день, реально. И у меня вообще там было мало, что-то там 2,5-3, что-то вообще очень мало. Но так как мы получали корзину, получается, мы получали корзину плюс, вот, ну, это более-менее как бы хватало. Ну, опять же, все впритык. Все впритык. Это не было, ничего там оставить невозможно было. Дело в том, что когда, ну вот то, что мне говорил муж, мы учились днем, каждый день. И, естественно, основная работа вся днем. Если ты идешь устраиваться официально на какую-то вечернюю работу, у тебя нет времени уже, ни сил на учебу вообще, от слова совсем. Поэтому ты должен где-то несколько часов работать, чтобы у тебя оставалось еще время на жизнь и вообще. Поэтому он пошел, где получилось, кто вообще взял. Кому нужен человек на 2 часа, на 3? Ну, как бы официально, кто будет это устраивать, морочить себе с этим голову? Понятное дело, что это никому не надо. И как это вот со 120 тысячами? Да, все приняли решение, мы поговорили, это было общее мнение, что это какая-то подстава. И, естественно, рассматривать даже этот вариант нельзя. Дело в том, что у меня муж приехал сюда туристом до репатриации, работал здесь официально. Вот. И работал он и в гостинице, работал и на перевозках, и на строительстве. И он, скажем так, Израиль посмотрел изнутри сразу. И он мне сказал такую печальную историю. Говорит, я встретил очень много людей. В частности, он говорил о мужчинах, которые здесь находятся в финансовом рабстве. То есть они взяли кредиты, или у них что-то там с семьей не вышло, или кто-то взял, ну или, может быть, жена, не знаю, но у них какие-то долги большие, и они не могли выплатить их. И получается, даже если они платили, все равно была пеня, и со временем эта пеня росла все больше и больше, и эти люди, они оказались в этой долговой яме. И те из них, которые были люди, которые говорили, я бы хотел уехать домой уже очень давно, но я не могу, я не выездной. Это то, что он мне рассказывал, и таких людей было много. Вы типа боялись ну, брать кредит, чтобы не попасть в кредитное рабство? Скажем так, вообще все, что связано с деньгами, это нужно быть очень аккуратно. Эта позиция моя была и в Украине точно такая же. Но после вот этих разговоров с мужем, ну и он это понял сразу, и я это поняла, что здесь надо быть осторожным в 3 раза больше. Ну, Ты можешь уехать с долгами, ты можешь уехать, даже если ты должен, даже если ты банкрот. В Израиле тебя просто не выпустят. расскажи, извини, расскажи подробнее. Ты сказал, что муж до репатриации был здесь туристом. А как вы репатрировались вместе или ты приехал сюда и как это было вообще? Нет, нет, нет. Он поехал на разведку, поработать, посмотреть страну и потом решить, едем мы или не едем.
Ну и он увидел все то, что он тебе рассказал, и вы все равно решили поехать или как? Ну, во-первых, ему понравилось в плане работы, что можно заработать. В Украине с этим было сложнее намного. Вот. И для него это был решающий фактор. Он говорит, давай попробуем. Но дело в том, что я вообще ни разу не против была, потому что я смотрела с позиции, что всегда можно вернуться. То есть мы приедем, поживем. Ну, вдруг что-то совсем плохо все будет. Ну, собрали чемоданы, вернулись в Украину. Все. У нас не было плана уехать на 5 лет безвыездно. То, что получилось в конце? А получилась война. Сначала в Украине, потом в Израиле. И это сразу после пандемии. То есть это был непрекращающийся стресс вот несколько лет. Реально, очень тяжело, да. Ну, то расскажи вот немножко поподробнее про банковскую систему, как она вообще работает, когда ты обычный человек, например, парадокс, когда у тебя нету денег, у тебя ничего нету, тебе пихают деньги, а когда ты работаешь, и у тебя, например, минус, и тебе нужны деньги, тебе даже мелкую суду не дают. Да, у меня была точно такая же ситуация. То есть, когда у нас не было никакой кредитной истории, мы еще толком не работали. Ну, работали, но как бы только-только. Израиль нас не знает. Но нам уже предложили 120 тысяч, от которых мы, слава богу, отказались. И потом, когда я уже вышла на работу, я вышла на работу где-то через 1,5-2 месяца, и мой трудовой стаж вот уже 4 с лишним года с половиной не прекращается. То есть я несколько лет вообще не была в отпуске даже. И ты работаешь, зарплата у меня, допустим, варьировалась ну, по-разному было, там, от 6,5 до 8 с копейками. Так как я сказала, что в начале денег было впритык, а расходов очень много, то постепенно мы вошли в минус. И, скажем так, повлияло еще то, что все мои знакомые говорили, что, ну, те, кто давно здесь живут, они говорили, что вообще это нормально. Не переживай, как бы твой минус перекрывается, это такая система. Ты получаешь зарплату, это перекрывается, и как бы все заново. Вот. И вот когда этот минус образовался, мне, естественно, это все не нравилось. Я решила это дело все как-то решить. Так как зарплата, она не особо повышалась, и расходы были на том же уровне, надо не забывать, что цены в Израиле выросли за несколько лет во много раз. При одной и той же зарплате цены уже поднялись хорошо. Вот. Поэтому закрыть этот минус не получалось. И я решила взять суду и таким образом как бы это все дело перекрыть. Не знаю, что-то я так подумала, что мне, возможно, это поможет. А какой был минус, типа, о какой сумме речь? Скажи, что есть разрешенный минус, неразрешенный минус, вот это тоже момент. Разрешенный, ну, насчет неразрешенного. Ну, наверное, я, честно, не знаю, неразрешенный, наверное, это то, что свыше того минуса, который банк тебе позволяет. Мне на тот момент банк позволял минус 5000 шекелей, потом его я увеличила немножко. Вот это был мой разрешенный минус. То есть на счету могло быть минус 5000 шекелей. И когда я пошла взять суду, чтобы закрыть его, потому что мне объяснили, что по процентам я по суде там практически не плачу или плачу мало, а за минус в банке я плачу деньги. Им достаточно там 200 сколько-то шекелей. То есть это невыгодно. И я обратилась в банк, мне сказали, ну мы не можем вам помочь судой. Вот у вас минус. Я говорю, ну так я из-за этого и беру. Ну как бы мы не можем вам помочь. Я обратилась в другой банк, где у меня была еще открыта карта и счет. Мне моя знакомая сказала, что как бы банки не связаны, попробую, должны помочь. Я обращаюсь, а мне говорят, они тут же пробивают систему, говорят, нет, у вас минус в другом банке, поэтому мы помочь вам никак не можем. Я говорю, ну а как это связано? Я работаю, у меня есть зарплата, то есть это все постоянно закрывается, то есть нет никакой для вас опасности. Они говорят, нет, 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 мы не можем вам помочь, вот решите как-то этот вопрос по-другому. И суду мне не дали. То есть в тот момент первое выяснилось, что все банки между собой, они сотрудничают. Вся информация как на ладони о любом человеке. Хотя мне говорили совсем по-другому. Но опять же, обычные люди. И в данной ситуации финансовой, по сути, именно государство мне не... Я спрашивала, как я могу решить этот вопрос. Мне никто не дал совет, кроме каким-то интересным образом, что кто-то тебе поможет. Все. Ты либо работаешь, закрываешь, либо кто-то тебе деньги эти подарит, ну, грубо говоря, да. Государство тебе никак в этом моменте не поможет. То есть, если у тебя есть минусы, еще там пеня, все, ты платишь это все сам. Второе, да, разочарование такое очень сильное. Конечно, банку выгодно, чтобы у тебя был минус. К такому выводу я пришла. Они не хотели мне помочь, хотя минус это же не 100 тысяч. Парадокс в том, что тебе изначально предлагали 120 тысяч, да, а потом тебе не предложили 5 тысяч. Даже 5. У меня это в голове, кроме как, что банковская система заинтересована в том, чтобы человеку было финансово тяжело. У меня другого вывода нету в голове и не было. И никак это не объяснишь, только так.
Дело в том, что когда я поделилась со своей подругой этим выводом, она была крайне удивлена. Она говорит, да, говорит, я ожидала другого. То есть такие ожидания, хотя она здесь давно живет, она тоже думала лучше о банковской системе и по-другому. Давай перейдем к следующей части. Перейдем к детям. Говорят, что в Израиле культ детей. Твой опыт показал обратное? Или расскажи про случай с бутылкой твоего сына. Ударили, но наказание не последовало. Почему? Сама расскажи это все, я как бы не буду это спрашивать. И про роль богатого папы. Вот расскажи вот это все. Мы когда приехали, было, ну, скажем так, не очень хорошо приняли нас в том плане, я же говорю, была пандемия, были сложности большие, вот. Но потом пандемия закончилась, но вот этот вот случай, как раз он был в момент пандемии. Мой ребенок рассказывал, что есть в классе мальчик, который к нему плохо относится, и он ко всем плохо относится. Вот, и его никто не может успокоить, даже учителя. Они не хотят как бы с ним связываться. У него умерла рано мама, он такой как бы, ну, ребенок очень чувствительный, и с ним очень так аккуратно, такое отношение в школе аккуратное было к нему. И ему позволялось вести себя хуже, чем другим детям. Он этим пользовался, он приставал к девочкам, к мальчикам, задирал, обижал. Вот. И был случай, когда мне позвонили, я была на работе, и сказали, что вот такой неприятный момент, у меня ребенка, значит, один мальчик ударил его по голове бутылкой, его же бутылкой из-под воды. Стеклянная бутылка? Пластмассовая бутылка, он ее разбил. Как пластмассовая бутылка сбил? Треснула бутылка пластмассовая, да. Он его по голове ударил сильно. У меня ребенок был, ну, естественно, плакал, голова болела и все. Я прибежала. Это чудо, что я смогла добраться. Все, ну, как бы быстро. Директор была, нет, да, была директор, была учительница, была женщина, которая переводит тоже. Вот. И они меня успокаивали. Я забрала ребенка, ну, домой. Вот. И потом выяснилось, что этого мальчика практически, ну, наказали как? Его отстранили там на день или два от занятий, все. Я говорю, ну это же не наказание. Это, ну, хорошо, что все так хорошо, а могло быть гораздо хуже, это несерьезно. Ну, как бы мне объяснили, что вот он такой особенный ребенок, к нему вот такое отношение. Непонятно, почему этот ребенок особенный. Сын сказал, что, говорит, ты понимаешь, мам, у него папа, он богатый папа, и он дает деньги в школу. И об этом все дети знают. Поэтому как бы нельзя тут делу никак помочь. Намного закрываются глаза. Я не знаю, насколько это правда. Это вот разговоры детей среди детей. Это то, что услышал мой сын. И он сказал, что он очень много обижает девочек. Я написала в родительский чат, сказала, что так и так. Есть проблема, вот такой-то мальчик обижает девочек. И что, возможно, кто-то хочет решить этот вопрос, заступиться за своих детей и так далее. Меня поблагодарили, и все. Через какое-то время я спрашиваю сын, ну как, мальчик ведет себя хорошо? Он больше не обижает девочек? Он сказал, мам, ничего не изменилось, вообще ничего. И что ты сделал? Ну, что я могу с этим сделать? С этим я ничего не могу сделать. Это же не мои дети. Вот. Вот после этой ситуации, буквально через несколько дней, ситуации с моим сыном с бутылкой, с этим мальчиком, мне раздался звонок. Звонила мне учительница, которая переводила тоже на русский, сказала, что вот ивритоговорящая учительница жалуется, что мой сын принес в школу ножик. Я так удивилась, что за ножик. Я знаю, что у меня дети, ну, ответственные, они не, как бы, не пользуются такими вещами. Оказалось, что это игрушечные ножи, которые мы привезли из Украины. Там была мода среди детей, такие раскладные ножики, деревянные, пластмассовые, вот, ну, игрушечные, реально игрушечные ножи. И они все время с ними ходили. У нас в школе как бы дети могли приносить с собой игрушки, не проблема. Ну, какая-то там мелочь. Главное, чтобы это на уроке не мешало. То есть на перемене дети могли играться. Вот, это, и как бы, что это проблема, потому что в школу нельзя приносить такие предметы, это опасно. Он якобы угрожал. Хотя выяснилось, когда я говорила с сыном, что он никому не угрожал, он просто показывал. Дети все, ну, как бы смотрят, покажи, что там, и они делятся, что у них есть. И вот он показал, что у него есть этот ножик. Это все перекрутили, что он якобы угрожал, и что это проблема, и что в следующий раз его накажут. Вплоть, скажем так, день-два он не будет ходить в школу, вот как этот мальчик. Вот, я говорю, так он же ж ничего плохого не делал. Он, ну, как бы теперь я буду знать, что нельзя, он носить не будет, и все. Они говорят, да, хорошо, но это проблема. То есть и они мне это все преподнесли, как будто мой сын сделал проблему. Хотя проблему он не делал, он вообще очень спокойный ребенок на самом деле, абсолютно, вот реально очень спокойный. Я понимаю, что он не конфликтное слово совсем, и что она говорит неправду.
И так оно и оказалось. Я потом поняла, что все дело в том мальчике, который ударил его, и как бы это, скажем так, я думаю, защитная реакция преподавателей, чтобы, ну, как бы коллектива, чтобы вот та ситуация, которая произошла, скажем так, в противовес ей, вот эту разогреть ситуацию, вторую, что мой сын тоже типа такой не подарок. Я говорю: "Почему у вас такое отношение?" Она, ну, как бы учитель была очень агрессивна, что вот, он так плохо себя повел. Я говорю: "Я не верю, не может быть, у меня очень спокойный ребенок". И я тогда начала повышать, голос, потому что говорю: "Я вообще не понимаю, что происходит у вас в школе. У меня ребенка травмировали. В итоге 2 ребенок, кроме как просто не пошел в школу, никак не был наказан. Никто не принес извинений, ни родители, ни этот мальчик, я так понимаю, ничего. И тут мой сын просто принес игрушечный ножик, и начинается проблема. Говорю: "Мы только приехали, несколько месяцев. У нас тяжелая адаптация, это пандемия, этот стресс постоянный, новые дети, новая страна, неизвестный язык". Я говорю: "Вы вместо того, чтобы помочь, вы еще делаете еще хуже, вы усугубляете ситуацию, вы стресс усиливаете несколько раз". Я прям в очень громких тонах, с ней разговаривала об этом, что я говорю: "Меня это настолько все возмущает". Я говорю: "Буду жаловаться. Я пойду в Министерство образования, буду писать жалобу на школу, на это отношение". Говорю: "Почему вы так относитесь?" И, в общем, я ей высказалась, выкричалась даже. И она сказала: "Не переживайте, хорошо, мы поговорим и выясним". И потом она мне набрала, сказала, что директор хочет с вами в Зум-встречу устроить, да, там, на следующий день. Я говорю: "Хорошо". И была Зум-встреча, мы поговорили, опять же, учитель переводила, была директор, и они мне стали говорить о том, что они за меня, они за моего ребенка, что они переживают, что им все важно, что они на нашей стороне, и все хорошее. Вот, что если вдруг какая-то проблема, я должна обращаться, я им должна доверять, что они друзья, что они там помощь. В общем, хорошо постелили, поговорили, но закончили тем, что как бы мы с вашим ребенком, мы все поможем, не переживайте, мы с вами, все будет хорошо. Был хороший разговор, ну, на этом мы остановились. Ну, ты поверила вот в их слова или ты отнеслась с недоверием? Нет, я им не поверила, но, скажем так, у меня ребенка больше не дергали. Ну, то есть, как бы, из-за того, что ты на них накричала, они сразу начали работать. Или как? Ну, по крайней мере, была назначена зум-встреча, до этого я не могла к никому... Ну, туда вообще было сложно пробиться, я же говорю. Мало того, что нужен тест, еще и все время, ну, никого нет или некогда, или учатся. Ну, и плюс я училась, работала. В общем, они не горели как бы сильно большим желанием встречаться. А тут сразу зум-встреча, все хорошо. И до этого не было такого общения. А тут сразу появилось хорошее общение, что мы друзья, что, ну, не друзья, что мы с вами, мы вам поможем, мы для этого и есть, и мы не против вашего сына, мы с вами, и все такое. Ну, ты связываешь этот момент, что, типа, вот ты на них накричала, и они начали работать. 100%, 100%. Это 100% так и есть. Если бы ты дальше, как бы, молчала, то ничего бы и не было. Так и есть. Потому что люди, вот новые патрианты, там, русскоязычные переезжают, они не привыкли к такой форме общения, типа, не привыкли быть вежливыми и там где-то помолчать, где-то стерпеть, а когда вот доводят до крайней точки, они начинают кричать, да, ну, если кто-то начинает кричать, то сразу все решается. Мне сразу сказали, что если Израиль такая страна, это та же фраза, которую часто мне говорили, что если ты хочешь чего-то добиться, ты должна этого добиваться, выбивать. Тебе никто ничего не даст и не скажет просто так. То есть все нужно выбивать силой, горлом, настойчивостью, наглостью. То есть чем наглее, тем лучше. Все, другого варианта нет. Если ты такой спокойный, культурный, воспитанный, ты ничего не получишь, тебе сядут на голову. Мгм. Ну, следующая тема, вот про тему вранья в глаза и перевода в другую школу. Это получается про другого уже ребенка или что? Нет, получается, что они же там учатся в начальной школе. Скажи, вот, типа, ну, как то сама к этому поведи. Вот этот вопрос, типа, ты утверждаешь, что учителя и директора врут родителям в лицо. Расскажи историю про перевод из школы. Зачем они скрывали от тебя право выбора школы, дело в деньгах или за голову ученика, типа, борются? Вот этот момент расскажи сама. Когда ребенок у меня старший закончил начальную школу, наступил момент выбора средней школы. Я спросила, я знала, что здесь рядом несколько школ находится, средних. Я спросила, куда я могу перевести ребенка. Мне несколько учителей сказали, что я могу перевести только их в одну школу.
что эта школа закреплена, скажем так, средняя за этой начальной. И только туда я могу перевести. Но так как дети были в школе, где учился мой ребенок, класс был тяжелый, очень тяжелый класс. И там было и много русскоговорящих, и ивритоговорящих, но сама атмосфера была тяжелая. Да, в каком плане тяжело? Ну, вот такие жестокие, тоже сдача вот это была, как это сказать, друг на друга наговаривали, буллинг был, все это все было. И мой ребенок просто не хотел дальше продолжать учиться в этом классе. А были много русских в классе? Да. Или именно к русскоязычным был буллинг или вообще просто буллинг? Нет, был их он сказал, что была девочка ивритоговорящая из бедной семьи, он так и говорил. И к ней тоже было очень плохое отношение. То есть ты сказал, что буллинг типа был ко всем? Ну, вроде как в России и в Украине то же самое. Что типа кто богатый, тот крутой, а кто бедный, тот плохой. Я больше даже скажу, что когда у нас кто-то из детей вел себя плохо, я это помню, я в этом участвовала. Были дети сложные, сложных семей, то все родители объединялись и думали, как помочь. И помогали. Мы собирали детей, они вместе гуляли, мы общались с детьми. Это прям было дружно. А здесь как? Мало того, что здесь не принято, чтобы родители как бы решали вопросы между собой. Меня сразу предупредили, если будут какие-то вопросы, должна писать учителю, я не должна сама разбираться с другими родителями. Вот. Сейчас поясню, у нас был похожий случай, где это все четко показано. Да, а из этой тяжелой атмосферы мне сын говорит, я не хочу быть с этими детьми, я хочу в другую школу. И мне ни один учитель, вот я спрашивала нескольких учителей в школе, они сказали, нет, за вами только одна школа закреплена, все, только туда вы можете пойти. Я говорю, ну у меня ребенок не хочет туда, мне нужно что-то другое придумать. Всегда можно перевести в другую школу, есть же другие школы. Они говорят, нет, вы не можете. Но на наше чудо, слава богу, у меня ребенок ходил на борьбу, и моя знакомая, которая вот тоже ребенок там ходил на борьбу, мы с ней подружились, она тоже с Украины, вот, и, ну, она давно уже репатриировалась, и она говорит, Алина, так есть другая школа, у меня туда, там ребенок учится, ты можешь перевести туда. Я говорю, мне сказали, что нельзя. Она говорит, почему нельзя? Можно. Я, говорит, могу тебе помочь. И она через своих знакомых уже, она говорит, пришли мне все данные, и я помогу. Я переслала данные ей, она переслала данные этому человеку, кто занимался непосредственно. У нее был знакомый в организации, кто занимается как раз распределением детей, и его взяли в эту другую школу. Каково же было удивление учителей, тех, которые в той школе, где сейчас учился мой ребенок, когда они говорили, а вы, говорит, перевели ребенка в другую школу, не туда, куда мы вам сказали. И причем мне об этом сказала много учителей. То есть они это подчеркнули, что якобы мы как бунтовщики, как мы посмели перейти в другую школу вообще. Вот, и меня это очень сильно расстроило и разозлило, и я спрашивала потом у своей подруги, почему такое отношение. Она говорит, ты понимаешь, в Израиле за детей платят школам. За каждого ребенка платится определенная сумма денег, выделяется школе. И если ребенок уходит, то уходят вместе с ним и деньги. Поэтому каждая школа борется за детей, особенно те, кому не хватает, допустим. Есть школы, где перебор, туда все хотят, они как бы им все равно. А если не хватает детей, то они, естественно, не хотят детей отдавать, потому что это финансирование. Вот, поэтому это такой серьезный вопрос, и поэтому такое вот и отношение, и так тебе сказали. Но, слава богу, перевели ребенка в эту новую школу, ему там все понравилось, он там отучился, довольный, все хорошо. Но опять же помогла мне знакомая русскоговорящая. Именно школа мне никак не помогла. Более того, меня обманывали. Мне сказали, что сделать это невозможно. А сделать это оказалось можно. Но не прямым путем, а опять же через знакомых. Как ты сделал это? Но я попросила ее, она попросила своего знакомого, который там работал. Где, в школе или где? Нет, 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 это, ну, я не знаю, как это называется. Ну вот скажи, как это делать, чтобы родители знали, как бы. Дело в том, что сейчас это уже не нужно. Вот в этом году они ввели новшество, ну, опять же таки, в школьной системе. Теперь они дают на сайте, где ты заполняешь формы для перевода, подачи заявления, документов, они дают выбор. Когда я переводила ребенка, этого выбора не было. Сейчас они разрешают родителям уже выбирать школу, слава богу. Так что сейчас уже это проще. И как ты сделал, типа, через знакомых? То есть она, просто у нее вот таким чудом случился ее знакомый, который работал в системе образования, где как раз занимается устройством, распределением детей. Он просто взял документы и подал его в ту школу, которую мы просили. Так, по блату, типа. Ну, можно так сказать. Это стоило денег тебе или бесплатно тебе помогли?
Это просто все русскоговорящие люди, это все знакомые, просто вот по доброте душевной. Дальше у нас как раз про успеваемость. Вот ты столкнулась с тем, что в школе детям легально прописывали таблетки, Это такой момент, ну да. чтобы они лучше сидели там. Есть такой момент. Дети очень неусидчивые вообще сейчас в современном мире и в Израиле в особенности. Но дело не в том, что даже неусидчивые. Допустим, у меня у ребенка была сложность, понятно, новый язык, все непонятно, все преподаватели на иврите. Ну, не все, но преподавали на иврите. Ему было очень сложно. И мне учителя сказали, что почему бы вам не воспользоваться как бы таблетки прописывают, вы обращаетесь к врачу, и он прописывает такие таблетки, чтобы ребенок был более внимательный. То есть они это так объяснили. Это как бы достаточно легальная такая вещь в Израиле, как бы медикаментозная помощь и внимательность. Я с этим сталкиваюсь, честно говоря, первый раз столкнулась. Я говорю, ну хорошо. И мы пошли к врачу, он сказал, что да, вот прописали там таблетки. И я со своей подругой поделилась. Говорю, вот прописали ребенку. Она говорит, да, в Израиле это распространено. Извини, что перебиваю. Вот какие-то вообще там проверки делали или просто вот ребенок пришел, да, вы пришли с ребенком, и там сразу прописали эти таблетки? Нет, врач посмотрела, поговорила и как бы объяснили проблему. Сказали, что вот в школе сказали, что ему там нужно больше быть внимательным, ему сложно в обучении, что вы можете помочь. Она с ним поговорила, что-то там обследование какое-то сделала небольшое. И говорит, да, прописала таблетки. У меня есть знакомая, которая очень много лет употребляла эти таблетки, и она хорошо закончила школу. Но единственная проблема, она осталась зависима от этих таблеток. Вот. И она говорит, Алина, будь с этим аккуратна, я вообще тебе не рекомендую, чтобы давать их детям, потому что они содержат вещества на Украине, допустим, запрещенные. И когда я прогуглила, я была удивлена. Я бы отнесла в очень опасную категорию эти таблетки. И как только я увидела состав, я сказала, все, нет, мы найдем другой способ учиться хорошо, только не медикаментозный такого плана. Я была потрясена тем, что это здесь достаточно распространено. Это меня прям огорчило очень сильно. То есть я для себя восприняла, что... Как я это восприняла как родитель? Ну, Израиль может быть опасным для ваших детей. Потому что если вы этого всего не знаете, я, допустим, вот разговаривала со своей подругой, она мне посоветовала, она это знает. Если бы я не прогуглила, да, если бы она мне не сказала, я бы просто давала, доверяя учителям, доверяя системе медицинской, да, и оказывается, у этого есть побочные эффекты не очень хорошие. Даже если обучение там станет лучше, но ценой чего? Ну, какие побочные эффекты, например? Зависимость. А кроме этого есть что-то? Факт, что дети, у них идет очень сильное привыкание, и потом уже, когда вырастают, они не могут отказаться как бы от них, потому что они привыкли. То есть там есть вещества определенные. Ну и тогда у нас вот этот момент, как родители специально занижают умственные способности детей ради поблажек на экзаменах, расскажи. Это достаточно распространенный момент, что из-за того, что есть в школе, скажем так, опять же, то, в чем я выросла, в чем росли мои дети, это когда учителя очень сильно заинтересованы в детях. Они, скажем так, не слазят с детей, чтобы они учились, чтобы они там делали, чтобы они участвовали, чтобы они добивались результатов. И это все в менталитете. То есть ребенок не может закончить школу без аттестата. Он должен отучиться, он просто обязан. Даже если он плохо понимает, даже если он не понимает, не хочет, его заставят учиться. В Израиле другая система. Не хочешь — не учись. Это никого не волнует. Более того, учителей очень не хватает, скажем так, из-за того, что детей нельзя ругать. Дети у нас такие все хамут-хамут, все хорошие-хорошие. То есть критика нельзя, ругать нельзя. Хотя, конечно же, учителя все равно кричат, они люди. Дети сложные. Есть вот этот момент, что учителей могут дети не сильно уважать, да, то есть они могут себе больше позволять, чем в наших школах, как мы привыкли. Мы боялись учителей, мы их уважали. То здесь нет. Учитель как бы, с одной стороны, он зависим от того, что происходит в классе, на него могут пожаловаться дети, у него могут быть проблемы. С другой стороны, на него еще давит руководящие, да, всякие люди. И он очень в этих границах как бы ему мало движения, он не может сказать ребенку что-то строго. Ну, как бы может, но это тяжело все равно. Это тут грань такая, можно ее перейти и схлопотать потом. Вот, поэтому учителя ведут себя очень аккуратно. А раз они ведут себя аккуратно, а дети ведут себя нагло, тяжело добиться дисциплины и хорошего обучения. И учителя, они через какое-то время, они просто опускают руки. Ну, не хотите, делайте как хотите. Вы мешаете на уроке, но пусть будет шум. Вот. А, естественно, учиться в этом очень сложно, тяжело, невозможно практически. И у детей падает успеваемость. Мало того, что не хватает учителей и, скажем так,
Ну, все-таки, наверное, уровень все-таки немножко ниже, чем в Украине преподавание, это точно. И плюс вот эта атмосфера, когда на ребенка нельзя надавить, нельзя заставить. И ребенок делает, что он хочет. А когда он делает, что хочет, он не будет хорошо учиться. Соответственно, дети учатся плохо, и им не хватает усидчивости. Естественно, родители много работают, они с ними не занимаются. Те, кто имеет возможность дать репетиторов, дают. Те, кто не имеет, в общем, есть как есть. И многие выходят из этого положения по-другому. Здесь очень важно, понятно, для тех, кто хочет дальше поступать, нужно все-таки получить багрут, и нужно потом дальше сдавать психометрию. Для этого всего необходимы результаты, необходимы оценки и стараться. Так вот, детям не хватает школы, по сути. Не хватает времени, не хватает атмосферы. Вот. И дома и родителям некогда сидеть с детьми. Вот что все делать. Родители работают. И поэтому многие выходят из положения так. Есть такая система, я не знаю точно, как она называется, но Ослабление. по рекомендации учителей дается ну, такое заявление, значит, в больницу, что ребенку нужно провести обследование, что у него недостаточно как бы успеваемость, ну, может, не развитие, я не знаю, как это точно сказать, у него замедленная реакция или что-то такое. И если это все комиссия подтверждает, это все платно, родители за это платят около 2 с лишним тысяч шекелей, подтверждает, то ребенку дают разрешение как бы на экзаменах увеличить время. То есть, Комиссия всегда подтверждает за деньги. ну, обычно, если родители платят, видимо, да. Судя из того, что все, кто подавал, все получили. Мои знакомые и мне то же самое говорили в школе преподаватели, что не переживайте, это нигде не будет записано, но вашему ребенку на экзамене будет дано время больше, и он сможет, допустим, если экзамен 40 минут, вам дадут там 1,5 часа, ребенок больше успеет, у него будет лучшая оценка, соответственно, багрут будет у вас лучше. Ну, там еще разные есть послабления, там, вплоть до того, что учитель будет сидеть рядом с ребенком, объяснять ему, помогать переводить, такого плана. Ну, возможно, да, но по этому поводу мне не говорили, но насчет времени говорили. Но меня удивило другое, что я узнала, что этим пользуются не только репатрианты, что этим пользуются и местные израильтяне. То есть, когда родители видят, что у ребенка ему не хватает баллов, они готовы пойти на эту комиссию для ребенка, чтобы ему увеличить возможности сдачи на багрут. Так как школа в целом, я сказала, в отличие от Украины, в Израиле не заинтересована в багруте, ну как бы сдашь, дашь, не сдашь, не сдашь, твои проблемы. Никто из этого не будет напрягаться. То те родители, кто действительно хочет для детей будущего, хотят багрута и видят, что ребенок не вытягивает, школа не может там чего-то дать, а на репетиторов не хватает, то они пользуются этим, и даже местные израильтяне пользуются вот этим моментом. И в чем проблема? Ну, проблемы тут нет. Но, скажем так, во-первых, я не верю, что это нигде не отображается. Если это было зафиксировано в медицинской системе, что у ребенка там замедленная реакция и так далее, я думаю, это все остается. С некоторых пор, вот после всех пандемий и так далее, я не верю больше государству Израиль в том плане, что то, о чем мне говорят, это правда. То есть, если врут, если было какие-то обманы были среди там школы, ну вот везде, где я была, везде сталкивалась с обманом. Соответственно, здесь тоже может быть обман. То есть это фиксируется, что у ребенка есть какой-то, скажем так, недоразвитие, ну это простым языком, да, есть какой-то минус. И этот минус пойдет с ребенком, точнее потом уже взрослым на всю жизнь. Это не есть хорошо. Даже если это даст ему плюс в багруте. То есть проблему не решают в школе, как таковую проблему школы, а пытаются это решить за счет детей. Но это я вижу как минус все равно. Даже если ребенок сдаст багрут, это все равно как-то зафиксируется, зачем это нужно. Но, я же говорю, родители таким способом выходят из положения. То есть ты как бы не пошла, не заплатила. Нет. Вот ты говорила про систему сдачи, когда люди сдают друг друга, да? Ну, или ты, или тебя. Вот как это появляется в детских коллективах? Расскажи здесь историю дочери твоей знакомой, которую затравили, потому что другие девочки врали учителю. Да, мы встретились, какое-то время мы не виделись, потом увиделись опять же, дети у нас занимались, и мы разговорились о том, как у кого дела. Она поделилась вот этой печальной историей, что она была очень расстроена. Говорит, что, опять же, она здесь очень давно. Дети родились здесь, они выросли здесь, они местные. Ну да, они говорят немножко на русском, понимают русский, лицо у них они белокожие, да, это правда, светлые, белокожие, вот. Так вот, у моей подруги
точнее, знакомая дочь, дружила с девочкой, тоже они обе русскоговорящие, и по отношению к этой девочке было очень плохое отношение в классе, буллинг, вот то, о чем мы сейчас говорили недавно. И она решила ее поддержать, начала с ней как бы больше общаться, дружить, и такой же точно буллинг начался и по отношению к ней. Девочка сначала не говорила маме ничего, думала с этим всем разобраться сама, но ситуация ухудшалась тем, что ивритоговорящие девочки, несколько человек, они в буквальном смысле обманывали, говорили, сплетничали учительнице об этих двух, о дочери моей подруги и о ее подруге. И говорили всякие вещи, даже которых не было. Они просто обманывали. Настраивали учительницу против них. Почему они это делали, непонятно. Может быть, там зависть или еще что-то, но это было. И все это дошло до того, что дочка моей подруги, она плакала, она не хотела уже ходить в школу. И когда мама пыталась уже несколько раз поговорить, она все-таки рассказала, что произошло. И мама это, она была, как сказать, в родительском комитете, и она подняла этот вопрос среди родителей. А так как в Израиле это не очень принято, но выхода не было. И она вынесла эту всю проблему как бы в чат и сказала, у кого были такие проблемы, пишите мне в личку. И ей написали эти, как бы много родителей, что да, вот эти девочки, несколько ивритоговорящих, они делали такие же вещи по отношению к их детям. И что это вопрос серьезный, нужно разбираться с учительницей. В общем, это все высветлилось. И после того, как высветлилось, оказалось, этих девочек, естественно, вызывали, были разговоры. Это все было уже официально. И девочкам пришлось извиняться, они там плакали. Оказалось, что они обманывали. Они сплетничали для того, чтобы заслужить доверие учительницы. То есть они таким образом выслуживались, чтобы были у них хорошие взаимоотношения, лучшие оценки и так далее. И потом, конечно же, все это выяснилось, были принесены извинения, потихоньку девочка стала ходить в школу, все наладилось, но это был колоссальный стресс у ребенка и у той, и другой. В общем, это все было ужасно. Похожая ситуация была, ну не совсем похожая, но по поводу того, что школа не приветствует, если родители между собой говорят. Это то, что было у нас в Украине норма. То есть мои родители решали все между собой сами. Учитель просто учитель. Мы могли чем-то поделиться, но она не обязана была вникать. Вот. Здесь это все наоборот. Была другая ситуация у моего младшего сына. В общем, как-то мне на телефон позвонил мужчина и сказал, что у нас будут большие проблемы, если мой сын не перестанет приставать к его дочери в школе. Я была очень удивлена, зная своего сына, что это не такой ребенок. Он как бы не конфликтный тоже вообще. Вот. Он, наоборот, веселый, очень общительный. Думаю, как-то все очень странно. Я поговорила со своим сыном, он мне до этого ничего не рассказывал. Он сказал, мама, эта девочка постоянно меня задирает. Она со мне первая пристает. Но что я буду делать? Она же девочка. И говорит, я ей говорил очень много раз отстань. Я там всячески пытался от нее отвязаться. Но она сама ко мне лезет, говорит. Вот. Естественно, я не выдерживаю, могу что-то сказать. Она обижается. И вот это вот она обижалась, она жаловалась папе. И она, естественно, сказала, что-то там тоже приврала, возможно. Вот. Или сказала как бы от себя, что она видит. И папа вот устроил, вот, типа, хотел сделать разборки с моим, ну, как бы с моим мужем. Говорит, вот, давайте мы встретимся, разберемся. После разговора с сыном я говорю, так, я сейчас пишу учителю, я не знаю до конца, что там происходит, но я напишу учителю, пусть он сам решит этот вопрос, потому что я ж не в курсе, что там. Но вижу, это переходит уже грань дозволенного. То есть это может быть, если этот мужчина приедет, это может быть и драка, все что угодно. То есть он был очень агрессивный, он очень плохо разговаривал по телефону со мной, потому что он не знал мужа телефона. Вот, я говорю, мужу сказала, что мы сейчас все будем решать через преподавателя. Мужчина, ну, как-то странно себя ведет. Вот. И я написала преподавателю, все объяснила как есть, рассказала точку зрения моего сына. Преподаватель сказал, хорошо, я немножко знаю об этом, я разберусь. Через какое-то время он мне написал, что все, мы поговорили, выяснили, все будет хорошо, не переживайте, все нормально. Я уже решил этот вопрос. И да, эта девочка больше не приставала к моему сыну младшему, все было нормально. То есть решил, мужчина, наш как бы классный руководитель, решил этот вопрос сам. А это отец этот там не звонил, не извинился, ничего? Оказалось, что действительно девочка сама приставала, сама делала конфликт. И еще, естественно, чтобы не быть крайней, она как бы папе рассказала со своей точки зрения, да, и папа, естественно, нормальная реакция защитить ребенка. Вот, но просто, что он не уточнил, что как бы на самом деле, оказывается, ребенок сам виноват. Ну, слава богу, как бы больше она не трогала, они даже потом подружились, все было нормально. Но если бы я не передала этот конфликт преподавателю, все могло быть очень нехорошо. Следующая тема – это отношение к старикам и медицины. Тебя шокировало отношение израильтян к собственным родителям. Почему дома престарелых
Там это норма, жить с семьей нет. Ну, теперь не там, а здесь. Почему дома престарелых в Израиле это норма, а вот жизнь с семьей не норма? Но опять же таки, я выросла в культуре, когда пожилые родители живут либо отдельно, либо с тобой, ну, с детьми. Я имею в виду те пожилые, которым уже сложно, тяжело, самим о себе позаботиться. И когда я приехала в Израиль, увидела, что здесь в основном либо кто-то чужой ухаживает за родителями, вот, нанимают людей, платят им деньги, либо в домах престарелых. Я была очень удивлена, потому что мне сказали, что в Израиле как бы очень хорошее отношение к детям и к пожилым. Ну, для меня, если пожилые родители живут с чужим человеком или в доме престарелых, это не хорошее отношение, это наоборот плохое. Потому что пожилым людям, им очень важно внимание, им очень важно, как бы им уже особо ничего не надо, им нужно внимание, любовь, забота и все. Ну, возможно, в домах престарелых это все есть, но там чужие же люди все-таки. И так как здесь это сплошь и рядом, это норма. И то еще успех, если ты устроишь хороший дом престарелого своего родителя. Все за это прям борются. За это платят деньги, потому чтобы хорошие были условия у родителей. То есть вопрос не в том, чтобы родитель жил с тобой, а вопрос в том, в каком хорошем доме престарелых он будет находиться. А что значит хороший, нехороший? Подобно. Я не знаю немножко этих условий, как у них это все распределяется, объясняется, но в том плане, чтобы, ну, были как бы более лучший уход, потому что есть, естественно, где, ну, скажем, все более дешево, просто и, может быть, не очень заботливо, а есть, где прям носятся с пожилыми. Я немножко в это не вдавалась, но это слышала из разговоров. А вот медицина, что там очереди по 3 года к специалистам, это реально вообще? Я приехала, когда я первый год ждала к специалисту очередь целый год. Расскажи вот как ты ждала помощь после аварии. Расскажи сначала про аварию вообще. Что там случилось, типа? Что там случилось, типа? Ну, я сначала, наверное, скажу про аварию моего сына. Он Мгм. ездил, ну, как все дети любят велосипед, он ездил на велосипеде. Я ему говорила, не вздумай выезжать на дорогу, даже если рядом с домом, где мало машин, у нас там такая есть дорога, ну, мало, там редко ездят, там, если ездят, то тихо, как бы такая вот, тоже шоссе, но такое тихое место. Я говорю, тебе хочется, я понимаю, по дороге легче ездить, чем по этим камням, да, вот тротуар, но не надо, потому что ты маленький, как бы машины разные, есть водители. Ну, ребенок, естественно, меня не послушал. На работе мне позвонили, сказали, что случилась авария. Я там, естественно, в ужасе в таком лечу и сказали, ну не переживайте, с сыном все хорошо. В общем, я приехала уже, скоро уехала, был полицейский. Женщина, которая участвовала в аварии, она тоже уже уехала. А что случилось, типа? Он ехал по дороге, выехал на дорогу, как мама не разрешает, вот. И получается, что навстречу ему ехала женщина на машине. Вот, то есть он неправильно объезжал машину, и женщина, которая ехала навстречу, она, по сути, зацепила его, и он перелетел, как сказать, делал кувырок на этом велосипеде, перелетел через машину и упал. Вот. Но слава богу, вот точно слава богу, он, да, удар был, но он, скажем, в целом был жив-здоров, все хорошо. Было немножко, ну, удар по ноге. Вот. Тут недалеко, тут же была скорая, поэтому они приехали очень быстро. Полицейский приехал, ну, я так поняла, что кто-то был еще свидетель, но я уже не увидела этих людей, когда я приехала. Кто видел, и вызвали полицию. Тут же приехала скорая. Вот, его просмотрели, как бы, что жив он, здоров, как, где, что, чего, удар. Вот. Скорая уехала, полицейский остался. И была эта женщина, значит, она стала жаловаться на то, что вот он нарушил, и он не прав, все такое. Значит, ну, я так поняла по разговору, что полицейский успокоил и сказал, что радуйтесь, что жив-здоров ребенок, иначе было бы у вас проблем гораздо больше. Не за бампер переживайте, который у вас повредился, а благодарите Бога, что все хорошо с ребенком. То есть он как бы немножко привел ее в чувство. Потому что она переживала не за ребенка, она переживала из-за своего бампера больше. Вот в чем все дело. Я, значит, когда я уже приехала, полицейский сказал, что мама, не переживайте, все нормально. Ситуация, ну, более-менее нормальная. Вот, отпустил нас домой, потом, естественно, мы в больницу, проверялись, все. Еще какое-то время заживала там нога у него. Вот. Но некоторое время спустя, ну, понятно, завели дело. Мне был звонок на телефон, и звонила мне женщина русскоговорящая, сказала, я переводчик вот этой ивритоговорящей женщины, которая наехала на вашего сына. И эта женщина, она предлагает вам мирно договориться и заплатить ей 5000 шекелей за бампер. Я когда это услышала, еще
надо понимать, что, опять же, я с Украины, и у нас в стране в подобной ситуации всегда виноват водитель по одной простой причине, что она могла остановиться раньше, она этого не сделала. То есть, видимо, она тоже была причиной этого всего. То есть то, что он объезжал неправильно одно, а то, что она еще могла, ну, она могла предотвратить аварию, она этого не сделала. Вот. Плюс, как мне объяснил потом следователь, что так как мой ребенок был на обычном велосипеде, он приравнивается к пешеходу. Если бы это был с мотором, это уже другая ситуация. А так как он был на обычном велосипеде, это как сбить пешехода, ну, по сути. То есть, но наглость этой женщины просто беспредельна. Я говорю, вы радуетесь, что у меня жив здоровый ребенок, иначе вы бы всю жизнь не рассчитались, я вам просто говорю. Ну, в общем, я с ней очень резко поговорила, и это был последний телефонный разговор. Больше она мне не звонила, но я была потрясена. Я была просто потрясена. У нас, ну, в Украине это невозможная ситуация. Просто невозможно. Я знаю, что даже при всем том, да. Ну, здесь тоже как бы невозможно. А почему ты не попросил ее то же самое в ответ, чтобы она тебе заплатила? Не в этом дело. Это можно было все как бы делать, но, честно говоря, на тот момент для меня настолько все это было сложно и тяжело. Все это, как сказать, все это в одно. И война, и вот эти все проблемы и со школами. У меня психика была на пределе, просто на пределе. И я понимала, что я физически не вывезу никакой судебный процесс. Я хотела от этого откреститься максимально сразу. Так ты с ними типа договорилась? Было судебное, как бы следователь открыл дело, я дала показания, приехала в полицию, объяснила все, как было, ну, как бы то, что мне сын сказал, вот, и с нее взяли тоже показания, и он говорит, ну, как бы тут только разве что, если вы захотите с ней тягаться, платить адвокату, и вы с нее, может быть, возьмете, может быть, не возьмете, это такое дело, вот, говорит, ну, тут гарантий никаких нет, что вы получите компенсацию, но заплатить адвокату нужно. В смысле, она сбила ребенка, нету гарантий? Ну, именно из-за того, что это было на дороге, он выехал, как бы сказать, он неправильно объезжал, он тоже нарушил правила дорожного движения. Вот что все дело. Платить адвокату нужно как минимум 5000 шекелей, нужно было сразу нанимать адвоката, чтобы, то есть совет дать адвокату и вести дело – это разные вещи. То есть у меня нет человека, кто бесплатно бы за это взялся. То есть это нужно реально платить. Выделять 5000 шекелей я не была готова. Плюс это, опять же, моральная, как бы стрессовая ситуация. Это все нужно, каждое обследование, это нужно ходить, это нужно разбираться. Я не была готова с этим всем работать. Для меня было счастье, что ребенок жив-здоров, слава богу. Эта женщина больше мне не звонила. Они начали дело потом ну, как бы по составу, с нее особо ничего не возьмешь, это только нужно было мне добиваться. И, ну, как бы ребенок тоже, как бы, все, слава богу, не пострадал, можно сказать, сильно, поэтому это дело через какой-то просто закрыли. А вот скажи, вот, я же спросил по медицину, да? Как ты пытался найти помощь после аварии? Сколько то по времени взяло? И... Это уже был со мной случай, когда я переходила дорогу, я шла к ребенку, ну, Не-не, секунду, ты же про ребенка. Ты сказал, что сейчас расскажешь про ребенка, и там тоже будет что-то такое. нет, 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 нет. Это все, это вот про ребенка, это все. Следующий случай, это уже был со мной. Ну да, расскажи. Ну, как ты к этой к медицине, как очереди по 3 года к специалистам? Вот как к этому. Ну, это мы просто, ну, скажем так, мы проходили обследование здоровья у младшего, и врач сказала, что ему нужно какое-то генетическое исследование, ну, она бы порекомендовала. И когда я позвонила взять очередь, взять это генетическое исследование, у нас же в городе здесь, в Беллинсон, точнее в Шнайдер, медсестра ответила, что мы, конечно, можем, и мы вас поставим, но ближайшая очередь у вас будет через 3 года. Я говорю, как через 3? Я чуть не упала с этого дивана. Она говорит, да, это самое ближайшее, что есть. Я говорю, так через 3 года генетики он уже вырастет. Она говорит, я ничем не могу вам помочь. Единственное, если кто-то отменит очередь, в чем, естественно, мы все сомневаемся, что это вообще возможно, кто будет отменять очередь. Вот, говорит, это может быть раньше. Если отменят, я вам позвоню. Я говорю, спасибо, но я даже не стала остановиться на очередь, но это 3 года, это слишком большой срок для такого исследования, которое вот порекомендовали сейчас. Какой смысл, непонятно. По полгода, я ждала год. Ну, есть такой момент, да. Окей. Ну, про автобус у меня там дальше будет вопрос, а сначала про развод. Ты прошла через развод, как вообще вы пришли к разводу? Что случилось? Ну вот, скажем, такая
очень-очень мало того, что, ну, были вопросы, естественно, как бы в семье. Было очень много уже недопонимания. Все-таки лет уже много мы прожили, уже поднакопилось, скажем так. А сколько пожили? Но мы 15 лет. Вот. И получается, что вот эта ситуация, я слышала, что в Израиле очень много разводов еще до этого. Но я как бы себя не ассоциировала с этим, хотя были у нас, понятно, тоже напряженные взаимоотношения, все бывало. Но вот именно, конечно, здесь это может быть все-таки вот под общим давлением всего. Ну, то, что я сказала, пандемия, война, плюс Израиль нас принял не очень дружественно, скажем честно. Вот. И тяжелая вот это вот финансовый этот момент, да, что реально денег просто все впритык, этот минус, это все. То есть, естественно, ты начинаешь, скажем так, видеть как причину друг в друге, все это усиливается. И когда у тебя все хорошо, давление приходит, то люди выдерживают. Когда у тебя есть что-то хоть нехорошо и приходит давление, это просто все разваливается. И, скажем так, для меня это была очень тяжелая стрессовая ситуация, еще плюс стресс. Вот. И в какой-то момент я поняла, что просто, ну, я не могу так больше. Все. Мне настолько было морально тяжело, вот эта вся ситуация в Израиле, эти все вопросы, вот, эти сложные отношения с коллегами, вот это вот полное отсутствие доверия и так далее, и так далее. Вот. И что, в общем, я подумала, что, наверное, ну вот мы поговорили, говорю, давай разъедемся, поживем отдельно, да. Может быть, все-таки либо все восстановится, либо как бы, да, придем к какому-то решению. Мы разъехались, но я скажу, что для меня это было решение вопроса, потому что мне стало легче. И многие вопросы, просто у мужа был как бы другой взгляд на решение многих вопросов. И мы часто из этого спорили. Спорили. Мне это так надоело. Вот. И я уже решила, думаю, пусть уже буду я решать как бы это сама, но спокойно. И вот когда мы разъехались, я многие решать вопросы, естественно, стала сама. Ну, мне это помогло, потому что я их просто стала спокойно решать, не споря с ним. Он говорит, ладно, хорошо, делай, как считаешь, и все. И для меня это решило много чего. Морально это тоже прям спокойствие. Такое, скажем так, я успокоилась реально, мне стало легче. А вот, извини, что перебил. Что ты хотел сказать? Ну и, конечно же, в том плане, что я уже немножко стала, время же прошло, я уже чуть больше стала, я адаптировалась в Израиле, и с работой там улучшилась ситуация, и то есть ты уже немножко врос, немножко как бы, да, ты стал более тверже на ноги, и уверенность, и все-все. То есть получается, что такой момент как раз наступил, что мне стало, я вот прям почувствовала, что мне вот так хорошо, мне так легче. Мгм. Ну вот по сам развод, правда ли, что это стоит дорого? Ну да, когда мы приняли, вот так мы решили, что так будет лучше, что мы все-таки разведемся, мне сказали, что есть социальные службы, которые помогают. Так как у меня иврит все-таки по телефону был не очень, и я приходила к подруге, мы звонили по этим телефонам. Во-первых, мы сначала не могли дозвониться, потом все-таки мы дозвонились. Нам сказали, что нужны наши клуши, данные, наша зарплата и так далее. Я это все предоставила, все это дело посмотрели, и выяснилось, что моя зарплата на тот момент было 7,5 тысяч, да. Ну, может быть, и там 7 с лишним было, скажем так, грязными, да. Чистыми это было там еще меньше, естественно, до 7, вот 7 тысяч. Мне женщина, которая отвечает за эту социальную помощь при разводе, она сказала, что у вас высокая зарплата, мы вам не можем помочь. Вот если бы вы получали 5,5, мы вам бы эту помощь предоставили. На что я говорю, ну, точнее, ну, как бы, понятно, подруга переводила, говорит, ну, так на 5,5 тысяч в Израиле сейчас прожить даже невозможно. Это просто невозможно, потому что ты на съем отдаешь 4. Она говорит, ну, вот такой закон. То есть по закону, если у тебя сумма просто на жизнь, но она превышает там 5,5, по-моему, тысяч или до 6, да, то ты не можешь рассчитывать на государственную помощь. Она мне говорит, ну, есть другие, как бы, адвокатские конторы, вы можете обратиться туда. Я обратилась туда, мне сказали, что все, что связано с разводом, мы не помогаем. Это дорогостоящий, долгий процесс, поэтому мы с этими вопросами не помогаем, вам только нужно нанимать адвоката и решать этот вопрос. Когда я узнала, сколько стоят услуги адвоката, все услуги адвоката идут от 5 тысяч и выше. Все, что связано с разводом, это всегда адвокаты берут большие деньги. Моя знакомая, не буду как бы сумму озвучивать, но больше 15 тысяч заплатила за... А вот, извини, что перебиваю, это вот то, что ты рассказываешь, типа, что помощь от государства, это помощь от государства на развод или что?
Что, типа, если ты зарабатываешь меньше 5500, то тебе государство помогает развестись или что именно? Просто если вот маленькая зарплата там около 5-6 тысяч, то человеку дают адвоката, который будет заниматься этим судебным процессом сам за счет государства. Но если у тебя зарплата свыше 6 тысяч, то тебе не дадут этого человека. То есть выше, по-моему, 6 или 6,5 тебе не дадут этого человека, ты типа можешь, ты типа много зарабатываешь, ты сам оплатишь себе адвоката. Все. Вот так это работает. И когда я была в адвокатской конторе, просто тоже чудесный случай. Мы разговаривали с женщиной, она сама ко мне обратилась, она по своим вопросам была, она говорит, вам посоветую обратиться в ту страну, где вы жили. Вот. И просто напишите туда и попробуйте развестись через адвоката в Украине, через суды. Вот. И я сначала не отреагировала на это предложение никак. Еще раз пробуя, еще раз, и еще раз, и еще раз, я убедилась, что Израиль именно официально никак не помогает в этом вопросе. Потому что муж предложил через ортодоксальных, есть, ну как сказать, есть такие службы, которые занимаются семейными вопросами. Они датичные, они, ну, как бы ортодоксальные верующие. Первый раз нам организовали в таком специальном заведении датичном беседу с мужем. Вот. Ну, как бы каждый рассказал свою сторону, они это зафиксировали. И потом говорят, хорошо, если что, мы вам позвоним на вторую встречу. Как бы особо они нам ничем не помогли, больше они нам не позвонили. Вторая датичная организация, которая была нам тоже, они как бы занимаются семейными вопросами и там помощью, да, если что, при разводе и так далее. Мы когда позвонили, точнее, нас пригласили официально, это тоже муж организовывал. Мы приехали, тоже нас выслушали, мы там поделились своими горестями, да, кому что нравится, не нравится. Подписали там бумаги, что мы, скажем так, заключаем с ними соглашение о том, что они нам будут помогать и так далее. Вот. Но мы просто пообщались и подписали, что мы, значит, в какую-то встречу в следующий раз опять придем. Вот. И окей, как бы мы согласились, хорошо. Они нам особо ничем не помогли, но просто выслушали, как бы зафиксировали письменно. Вот. А потом, когда я в конце встречи уточнила, будет ли нам помощь, если вот мы решили все-таки оформлять развод, они сказали нет. Все, что касается развода, вы будете оплачивать сами. Мы вам в этом никак не поможем. Смысл-то какой? Что, может быть, они нас могут типа помирить, или я не знаю, что они там, что мы как бы, мы маленькие дети, мы без них никак не разберемся. Но когда я своему знакомому адвокату позвонила по поводу этого, ну, поделиться что да как, она прочитала это письмо, соглашение, и она говорит, Алина, срочно пиши на почту, отказывайся от их услуг. Причем по тому, как она мне написала, я поняла, что это действительно надо делать срочно. Потому что есть такая вот вещь в Израиле, я тоже об этом слышала. Если ты это не сделаешь вовремя, ты можешь потом просто попасть в кабалу. То есть ты уже заключил с ними соглашение, помогут, не помогут, это еще вопрос, скорее не помогут, но деньги ты заплатишь. То есть ты мало того, что должен платить за развод, ты еще должен платить им за услуги, непонятно даже чего. Но ты к ним пришел, все, они услугу тебе оказали. Соглашение, ты у них посидел, ты соглашение подписал, все, ты попал. И я скажу, что после того, как я отказалась от их соглашения, муж написал, я написала, а мы еще долго получали письма оттуда. То есть адвокат оказалась права. Это система выкачки денег, ортодоксы, вот верующие организации чудесно этим пользуются, да. В итоге тебе пришлось разводиться онлайн через Украину. Расскажи этот детективный сюжет с письмом, который почтальон разорвал, выбросил, а соседка нашла. Да, это все, в общем, суд был онлайн, официально, через Украину. Тоже адвокат был, тоже все это, как бы сам это все украинский адвокат организовывал. Вот. Потом эти все документы, они все заверялись нотариусом в суде, апостиль, все-все-все, и высылали сюда официально почтой. Моя родственница выслала почтой, официально украинской на официальную израильскую почту. И как-то я прихожу, и моя соседка здесь говорит, Алина, есть вот документ, который принес человек, разорвал, бросил письмо, важное, видимо. Вот, мой муж, говорит, видел, он его поднял и дает мне это письмо. То есть муж увидел, как почтальон, который приносил, просто разорвал. Я не знаю, что он там искал, но что-то искал. Разорвал просто разорванный конверт большой, где вот эти все документы. И, ну, слава богу, что документы хоть целые, все, они увидели, отдали мне, вернули лично в руки. Но я была потрясена. Я даже тогда на Facebook, помню, выдала вот это все, посфотографировала, сняла. Как это может от официальной почты, вот без росписи, без ничего, мне вот просто порвали его и выбросили на пол. Хорошо, что сосед, вот у нас хороший сосед, он вернул, отдал.
увидел, поднял, забрал, отдал лично мне. Вот официальная почта вот так вот доставила документ. А у меня, честно говоря, очень переживала. Вот я прям переживала за это письмо. Я думаю, что я за него сильно переживаю. И вот, пожалуйста, вот не зря я переживала, было чего. У тебя женская интуиция по поводу Израиля, по поводу развода. Может, надо было прислушиваться к себе. Ну, уже есть как есть. Потом все это через нотариуса здесь подтверждалось, тоже за деньги я оплатила, и потом уже в МВД все это подтвердили документы. Ну, вот таким образом. Ну, сколько тебе стоил развод? Но мне не очень дорого стоило, потому что я ж через Украину делала, получается. Ну, может, там от 2 до 3 тысяч шекелей. Но это точно не 15, не 20, и не как могло мне это все вылиться. Ну, свыше точно даже, наверное, не в 5 я вошла. То есть это 5 только адвокату, и это минимум, это минимум. Плюс нотариус, плюс все. То есть я не знаю, во сколько мне это вышло. А как вот получилось договориться с бывшим мужем? Как по поводу детей, по поводу алиментов? Ну, алименты мы не оформляли, потому что это тоже адвокат, это тоже деньги. Это, ну, мы не захотели, ну, я не захотела заниматься этим вопросом. Мы решили как бы полюбовно все это договориться по-дружески, у нас хорошие отношения. Вот. Ну, как бы он согласился, что да, так лучше, спокойнее, ему спокойнее, мне спокойнее. Мы общаемся, дети тоже общаются, все между собой, там в гости пришли, кому кто там хочет, пошли поиграли в футбол, там все нормально. Ну, просто что так нам спокойнее отдельно. Просто у вас остались дружеские отношения, да? Это прекрасно. Следующий блок про полицию, безопасность и вот автобусы. Ты мне рассказал же еще, правильно? Расскажи, полиция в Израиле, они защищают или игнорируют? Расскажи про сумасшедшую соседку, которая полиция не реагировала. Есть разные полицейские. Я столкнулась и с тем, и с другим, что есть помощь. Вот, допустим, моему сыну полицейский помог, он успокоил, хорошо так отнесся, привел в чувство эту женщину, которая наехала на ребенка. Вот. То есть она, ну, нагло себя вела. Он защитил. Вот. Но были, конечно, и другие случаи, когда мы только приехали, понятно, сняли вот квартиру, и оказалось, что над нами живет женщина немножко сумасшедшая. Ну, даже не немножко, а множко. И я начала их слышать постоянно. Я сначала не понимала, где эти крики. Были крики страшные, дети пугались, они высыпались, и все. А потом оказалось, что это соседка над нами. И когда подружилась я с другой соседкой, вот, этажом ниже, она сказала, что я говорю, я хочу вызвать полицию, потому что надо, чтобы ее успокоили. Но мы спать нормально не можем, не высыпаемся, она детей пугает. Она говорит, Алина, это бесполезно. На такие вызовы полиция не приезжает, либо она приедет один раз, больше не приедет. Потому что они с ними не связываются, они их никак не... то есть этот вопрос никак не решается вообще от слова совсем. Вот. И говорит, ну, бесполезно. Ты можешь это сделать, но это бесполезно. Ты сделала? Нет, я не стала ничего делать. Ну, если она сказала бесполезно, думаю, значит бесполезно. Что ж мне нервы трепать? И все. Я как бы стою, я с ней просто здоровалась и все. Здрасте, здрасте, и все. Ну, как бы, когда у нее вот это приступы были, ну, это было ужасно. Вот. И они были часто, реально очень часто. Нехорошая ситуация была, именно конкретно тоже, когда я столкнулась, когда были митинги против, ну, как бы, чтобы вернули заложников. И, получается, митинг проходил рядом с нашим домом. Вот. И было очень громко, настолько громко, что все, естественно, вышли посмотреть, что происходит. Я тоже пошла смотреть. Вот. Повыходили все из домов. А это так, вот у нас здесь, пожалуйста, Рамарт Вербер, есть у нас учебный центр, где мы, собственно, ульпаном занимались. Вот. И там постоянно проходят какие-то мероприятия. И рядом как раз вот этот был митинг. Почему там? Потому что внутри здания ортодоксальные евреи праздновали Новый год, Рош ха-Шана. И там были люди из правительства. Вот. И митингующие собрались как раз в этом месте, чтобы как бы заявить свой протест, что празднуется Рош ха-Шана, праздник такой великий, а люди находятся в заложниках. Такая беда, что нехороший год, что это плохой, тяжелый год, что нужно что-то делать. Вот, там, понятно, было, как фотографии Нетаньягу были, там какие-то протестные слова, ну ничего такого особенного, просто требование вернуть заложников. Они там барабаны били, в дудки дудели, все это было очень громко, было очень много людей. И, собственно говоря, били в барабаны и дули в дудки, чтобы перебить музыку, которая была в этот момент у ортодоксальных евреев. То есть там был праздник. Они хотели, по сути, испортить им праздник, напомнить, что верните заложников домой.
а потом празднуйте свой Новый год, как бы. И это все, чтобы вы понимали, это все израильтяне, это все вот близкие, родные заложников. Ну и, конечно же, кто поддерживал это все. И было очень большое количество людей просто пришло посмотреть, снять, все это, естественно, выложить куда-то. И я там тоже была. Я тоже пришла, поснимала, посмотрела, кто прибежал. Была полиция, охраняла там, чтобы не было беспорядков. Но беспорядков не было. Все просто кричали: верните заложников, все, ничего такого, ни драк, ничего. И потом, через какое-то время, пришло еще больше полицейских. И они начали разгонять всех, и митингующих в том числе. Митингующие, они легли на землю, чтобы их не могли выгнать. И они просто вот так лежали. Значит, полиция начала их брать за руки, за ноги, выносить. И через какое-то время еще прибежала конная полиция. И все бы ничего, но началась вот эта заваруха, которую, по сути, сама полиция начала. Она начала толкать людей, кричать, орать. И этих просто выносила вот так лежа за руки, за ноги. Вот. И дело в том, что там была и молодежь, и дети, и очень много пожилых. Все, ну, тут район, очень много пожилых людей, и все вышли поглазеть, по собственному говоря. Вот. Но полиция вела себя очень плохо. Она толкала людей, она орала. Дело в том, что я, ну, понятно, особенно когда человек кричит на иврите, я не все понимаю. И вот полицейский просто начал на меня орать. Вообще ничего. Я просто стояла, смотрела, а он начал на меня орать. Начали всех вот так выталкивать, скажем так, подальше от этого Рамат-Вербера, чтобы не, ну, заведение, чтобы убрать всех митингующих и всех глазеющих от этого места. Вот. И начали просто вот освобождать эту территорию. Все же близко подошли смотреть, что происходит, а начали всех выгонять. И вот то, как это делали полицейские, меня потрясло. Меня просто потрясло. Я, ну, честно, я такого не видела вообще никогда. Ну, не участвовала в таких вещах. Я видела только по телевизору. И тут я увидела, как обычным людям, которые явно не вооруженные, ничего, они даже не митинговали, они просто смотрели. Было такое жестокое отношение, вообще, прям чуть ли не пинками их выгоняли, орали, толкали. Прям эти, ну, полицейские, они такие здоровые, понятно, кто-то... Ну, в общем, это было ужасно. Честно, я вот даже, ну, не то, что испугалась, но мне было так неприятно. Как будто это не евреи местные, я не знаю, там, враги страны. В общем, и вот это вот, конечно, ужасно. Это было вообще, я долго так не могла успокоиться, думаю, как такое отношение к людям, за что, вообще ни за что. Просто они пришли посмотреть, они ничего даже не делали. Митингующих, их не били, слава богу, но все равно к ним очень грубо, их прям выталкивали, выносили, выкидывали вот так. Так это были, ну, кто за заложников, чтобы их освободить, они ничего плохого не делали, я же видела, там не было ни драк, ничего, они просто мешали празднику, чтобы как бы обратить на себя внимание. Но я была, честно, очень разочарована, расстроена. Я не ожидала, что полиция будет так вот к обычным людям такое ужасное отношение. При этом я много раз слышала о том, что тоже знакомые делились, что вот, допустим, в тех районах Израиля, где действительно нужна полицейская помощь, особенно там, где арабы, где конфликты, да, что они туда даже не ездят. Они не любят, не ездят, и чтобы не, как бы, но они не помогают, потому что там тяжело, страшно, могут убить, или что-то может случиться. То есть там, где действительно опасно, как бы они не проявляют героизма. А тут вот люди безоружные, просто поглазеть вышли и попали. Все попали. Ну, такое разочарование. Ну, расскажи про общественный транспорт, это отдельная зона риска. Тебя, получается, сбил автобус на пешеходном переходе. Как вел себя водитель? Он пытался помочь или сразу начал спасать сам себя? Ну, пытался он помочь, он спрашивал, как я. Я говорю, как я? Но я просто переходила на зеленый свет, я не спокойно. И, скажем так, я увидела автобус, я же говорю, даже испугаться не успела, он был уже возле меня. Просто вот махина вот это в секунду, скажем так. Вот. Меня, честно говоря, просто какое-то чудо от Бога. Я по-другому не могу, у меня нет объяснения. У меня просто нет другого объяснения, кроме как вот Бог спас жизнь, реально. А что конкретно случилось? Тебя сбили? С одной стороны на другую. Уже была, по сути, несколько шагов от разделительной полосы. Это на Каплан, там, где две дороги большие. И с левой стороны от меня наехал автобус, большой автобус 279. Вот он, как бы я его уже увидела, я его точнее не увидела, я уже и увидела и почувствовала, когда он уже был возле меня. Меня волной отбросило вперед. Получается, не вперед, а как, вот как я шла, так меня отбросило. Он затормозил или он тебя как бы переехал? Нет, если переехал, я бы, конечно, тут уже не сидела. Он зацепил меня, да, и меня, получается, откинуло вперед. Вот так. Я даже не упала, я отбежала, отлетела. Был дождь, и я еще была в капюшоне с зонтиком.
Ну, конечно, это шок. То есть я думала, что со мной все нормально, потом, конечно, меня трусило, и плохо мне было, и, ну, как бы мне объяснила, ну, в общем, потом. И я остановилась, как бы пытаюсь понять, что произошло, развернулась, он уже стоял там, смотрел на меня с этого окна, потом он уехал, оставил автобус, прибежал сюда, потом мы вместе с ним туда пришли, но я ходила, как бы, я еще считала вообще, что со мной все нормально. Вот, но это, как говорят, был выброс адреналина большой, и ты не чувствуешь, как бы, ты такой весь взбудораженный, типа, все хорошо. Вот, и, ну, вот на что мне хватило, я сфотографировала его номер, я его отдал, он мне прислал, короче, я его зафиксировала, его вот как бы тут я была трезвая, что мне надо быстро зафиксировать. Но я не поехала даже никуда, он мне говорит, полицию, ничего, я говорю, нет, ничего, потом все равно я поехала, конечно, в Миюн, после этой всей ситуации он уехал, и я так понял, он сразу поехал в полицию, зафиксировать, что вот это случилось, вот, и ну, было много свидетелей, но я думала, что была съемка, но я так поняла, съемки не было или что, потому что все стояли в машине, как раз был зеленый свет, все стояли, только он один поехал, вот, то есть было много свидетелей, и что я ничего не нарушала, как бы, и все это. И я была целый день в Миюне меня начало уже рубить, а мне сказали, мне ничего нельзя, ни кофе нельзя, ничего нельзя, потому что у меня будут брать анализы, все будут брать, а я не могла, я просто выключалась. А этот медбрат сказал, говорит, это нормально, это у вас после стрессового, как бы вы приходите в себя, у вас, короче, химическое. А ты сама поехала или тебя подвезли на скорой? А почему ты не вызвала скорую? Не знаю, это, видимо, вот я на вот этой всей, как бы, странной ситуации вот так вот такое приняла решение. Не знаю, не могу сказать, мне сложно сейчас об этом судить, в тот момент точно, ну, как бы. Ну, ты понимаешь, что как бы это важно было сделать? Это важно было сделать, но я уже сразу оттуда поехала в Миюн, неважно. Уже как бы есть как есть, я поехала в Миюн, я там целый день просидела, они мне там все там обследовали, все анализы все делали, записали. Просто так, небольшая ремарка. Если бы ты вызвала скорую в момент, да, когда произошло вот этот инцидент, если бы ты вызвала скорую, то это бы сразу перевелось бы в аварию с пострадавшими. И водитель бы понес ответственность автоматически. Я поняла. Ну, человек в шоке, но, видимо, все-таки шок у меня был, хотя я этого не сразу поняла. То есть это те вещи, которые вот объяснить невозможно. То есть у меня было реально шоковое состояние, хотя я посчитала, что ничего не было. Но я уже только в июне поняла, что это все-таки шоковое состояние, когда человек не принимает адекватные решения. Ну, как бы уже все, неважно. Важно то, что все, слава богу. И потом уже на следующий день я была в полиции, все, и потом уголовное дело все-таки это завели и прочее, прочее. И вот это оно до сих пор еще и длится. А водитель, он пытался как-то что-то сделать, типа, Нет, но он спросил, вызвать скорую или не вызвать, и все. И потом уехал. Я говорю, не надо, и все, я ушла. Ну, потом же он сразу поехал в полицию, чтобы, типа, он, типа, не виноват. Все хорошо, он вообще здесь ни при чем. и чё, чем закончилась эта история? Ну, сейчас еще идет страховые компании, по сути, разбираются со страховой компанией. Мой адвокат работает со страховой компанией. Они до сих пор это все решают. Чтобы бабки заплатили или нет? Нет, они все равно заплатят, уже никуда не... А сколько времени прошло? Год, реально прошел год. Мгм. Ну, следующая у нас работа на заводе. Ты работала на серьезном предприятии, да? Не будем говорить на каком. Расскажи про условия труда, химия, шум. Как относится к безопасности людей? Безопасность, ну, скажем так, там вообще нет, по сути, никаких мер безопасности, кроме того, что нам давали беруши для ушей. Это все меры безопасности. Сначала я была очень довольна. Эльтек мне понравился. Там я проверяла платы. Вот, платы там медицинское оборудование, кстати, Боинг там тоже заказывает, платы делает. Ну, в общем, такая интересная работа, несложная, несложная. Все равно из-за того, что там большой шум, очень большой шум, там это химический завод, там мало того, что это такие препараты, которые делают платы, это все химические такие вещества вредные, вот, и ты ими дышишь постоянно. Шум очень большой. Нам давали беруши, чтобы мы закрывали, значит, уши, все. Но как бы
это все не спасает, ты в этом всем сидишь постоянно. И, естественно, там я думала, что будет какие-то дополнительные деньги за безопасность, или, может быть, что-то там, ну, не знаю, хоть как-то должны человека или мотивировать, или защищать. Оказалось, что этого ничего нет, потому что вот, допустим, рядом у нас была, скажем так, комната, где были печи, огромные печи, где эти платы не жарились, и там огромная температура, туда даже заходить просто жарко даже, а работать это невыносимо. И вот тоже русскоговорящий мужчина уже сколько лет работал, и особо больших денег он не получал, он получал практически как мы. И тоже за безопасность ничего не предусматривалось. Как-то помню, мужчина, был случай, что хомер, ну как бы препарат вот этот химический попал ему как бы на голову, и у него обесцветились волосы, значит, ресницы, глаз, слава богу, целый, но просто он белый стал вообще, как вот седой, вот. И я спросила, было ли, ну, как бы ему какая-то компенсация, не сказали, что ничего. Ну, слава богу, что жив-здоров. Вот, может быть, было, но не сказали, но вот что есть. Мужчина, который окрасился в белый цвет, он русскоязычный был? Ну, там много было очень русскоязычных. В основном всю сложную работу выполняли русскоязычные. Когда я уже уходила, там были эфиопы, понабирали как бы больше, но в основном там наши. Мужчина, который окрасился в белый цвет, он русскоязычный был? Вот этого я не скажу. Ну, может быть, они как бы, это те люди, которые в основном там уже лет в Израиле по 20 лет. То есть он, может, и русскоговорящий, но они и на иврите хорошо как бы разговаривают. Но я так поняла, что он там тоже очень давно работает. Тоже лет больше 10-15, может быть, давно. Мгм. А вот ты упоминал, что произошел страшный случай, когда человек погиб прямо на работе от переработки, и его фотографии просто поставили в столовой. Никто не понес ответственность. Я не застала этого случая, потому что, ну, как бы, когда я уже устроилась на работу, и у нас там, где мы кушали, кухня, там стояла фотография мужчины. И я как-то спросила у своей подруги, она очень давно там уже работает, говорю, а что это за мужчина? Вот чья фотография у нас стоит в кухне? Она говорит, это вот работал у нас, ну, я так поняла, тоже лет 15-20 проработал мужчина. Он, кстати, израильтянин местный. Он проработал много лет, и у него там что-то, ну, какая-то проблема была с сердцем или что-то, вот. И, ну, в общем, ему нельзя было, так понял, я подробности не хочу говорить, вот не точно, да, но что-то у него там было со здоровьем, и ему нельзя было перерабатывать или что-то такое. А как бы и так случилось, что он был сам в цехе, ну, на тот момент в этом отделении цеха, и ему стало плохо, и он, в общем, я так понял, он переработал больше, чем положено по часам. И кто-то приходил узнавать, ну, как бы, ну, не должен человек сам оставаться, как бы, да, должны быть кто-то еще. Но вот так сложилось, что он был сам, и когда ему стало плохо, ему можно было помочь, вот, но никого рядом не оказалось, скажем так. И получается, когда просто уже пришли, увидели его, он уже умер, и, ну, то есть скорая приехала, он уже был мертвый, в общем. Это была такая трагедия, потому что человек реально отдал заводу очень много лет, и в итоге его не спасли. Его могли спасти, если бы все были меры соблюдены, если бы в этот момент он был не сам, как положено, там кто-то должен был смотреть, проверять и так далее, то его бы спасли, он бы остался жив. Но вот так случилось, и как бы как в память вот его фотография осталась там печально. Очень печальная история, но это мне уже рассказали как бы из... И что ты думаешь об этом? Типа, так бывает или что? Нормально? Конечно, все бывает, но то, что там было все-таки, скажем так, не очень хорошее отношение начальства вот к человеку в плане как к людям, это факт. То есть было в целом есть вот такой момент, что я видела наплевательское отношение к людям. Вот. Оно так и было. То есть при мне поменялось начальство, было одно, потом другое, вплоть даже не давали возможность нормально, извините, сходить в туалет. Буквально засекали минуты, чтобы человек строго ходил в туалет по минутам. То есть я такого ужаса вообще нигде не видела. Это что за какой-то концлагерь? То есть это вот такое вот отношение к людям было на заводе. Это я не считаю, что это человеческое, нормальное, с достоинством отношения. Все взрослые люди, люди работают, люди ответственные, в основном наши. Они все работают хорошо, они работают ответственно. Это не те люди, за которыми надо следить. Это та вот слежка, о которой я говорю, вот эти вот сдачи, когда тебе улыбаются, это все то же самое было. Это было в садике,
Это было на заводе было все то же самое. И дальше вот, где я работала, тоже как бы это везде есть. Но еще вот есть вот этот момент отношения к людям. Большая текучка на заводе была, очень большая. То есть были люди, которые работали по 20 лет, но их было определенное количество, они не менялись в основном. Остальные были в текучке. Все в текучке, потому что, во-первых, условия, зарплаты, люди уходили. Ну и во-вторых, я же говорю, начальство не заинтересовано в людях вообще. Ну, вам не нравится, до свидания, наймем других. Вот. И очень такое жесткое, неуважительное отношение к людям, это то, что я наблюдала. Как разговаривают, как свысока вот такой, как будто ты им что-то миллион задолжал. И, ну, в основном все начальство это ивритоговорящие. Все работающие русскоговорящие. Вот, большинство. Ну, эфиопы и русскоговорящие. И вот эта вот дискриминация, она была прямо на лицо. Объясню, почему это вот прям могу доказать. Была ситуация, связанная там тоже с условиями работы, и эфиопоговорящие, вот, эфиопы написали, ну, извините, я так просто как бы уточню уже, написали письмо с жалобой начальству, что если они не поправят условия, они будут вынуждены уволиться. Тоже там, я не знаю, больше 10 человек составило это письмо, подали начальству, и их условия были удовлетворены. Через какое-то время похожая ситуация случается у нас с русскоговорящими на этом же заводе. И люди пишут похожее письмо со своим удовольствием, с просьбой там улучшить условия, т.д. На что им отвечают? Тоже больше 10 человек, по-моему, 15 человек подписало с завода. Причем это не уборщики, а конкретно люди, которые хорошо работают, делают, по сути дела, именно, как это сказать, вкладывают основной вклад на этом заводе. Им сказали, вам что-то не нравится? Увольняйтесь. Прям хоть сейчас. Вы нам не нужны, как бы мы вас не нуждаемся. Я была потрясена. Это вот то, что было реально при мне. То есть эфиопов сразу удовлетворили по всем статьям, вот так трусились за них. Нашим сказали, до свидания, хоть все 15 человек. И они уволились? Нет, не уволились, просто я к тому к отношению. Ну так отношения окей, ну они продолжили работать или они уволились? Никто не уволился, но ничего не удовлетворили из того, что они просили. Ну вот в этом вся и суть, по-моему, заключается. В этом весь секрет. То есть эфиопов сразу, им все решили все вопросы, все закрыли. Потому что они знали, что эфиопы точно уволятся, если не решить вопрос. Мне сказали просто, что мне говорили люди, которые давно работают. Не, это я просто это к тебе, как ты считаешь? Ну ты вот русские просто стерпят все. Я не знаю, я не могу сказать, что стерпят или не стерпят. Меня удивило другое, что мне сразу пояснили, что есть разное отношение к нашим и к эфиопам, даже там же на заводе. Что с эфиопами все носятся. У нас была девочка, которая регулярно опаздывала. Ее вообще не замечали. Эфиопка. Вообще, она на проверке, она там, ну, тоже делала оплаты. Как будто все нормально. Вообще все нормально. Если там опоздала я или кто-то еще, ну, практически мы не опаздывали, у нас подвозка была. Ну, то есть мы все вовремя как бы успевали. Но если кто-то опоздал, это был скандал. То есть отношение дискриминации вот прям со входа. То есть это такое, и мне сказали, что это нормально, это вот прям такое отношение. Это как бы, это вот то, что есть. И я это увидела уже реально сама. Расскажи про вот небезопасность и жизнь на фоне конфликта. Был момент, когда ты по-настоящему испугалась, вот когда начался конфликт 7 октября? Ну, конечно, потому что такого никто не ждет. Ну, я скажу сразу, что, опять же, интуитивно я всех предупредила. Я сразу сказала всем вот своим знакомым, чтобы они готовились. Это надолго. Мне все говорили, Алина, в Израиле дольше месяца война не идет, вообще не переживай так глупости. Это все быстренько, все закончится, все будет хорошо. В итоге я оказалась права. Я сказала, что все будет долго, тяжело, и это нехорошо, и что это страшно. Ну, в итоге так оно и получилось. Этот конфликт изменил твое ощущение от жизни в Израиле? Ну, я скажу, что поначалу все-таки я воспринимала тоже, это не так все страшно. Но после того, как сказали, что мы уже ну, под лестницами небезопасно, честно говоря, мы особо не прятались. Все там уходили под лестницы, когда были бомбежки, там или просто выходили, кто-то вообще не выходил из дома, так и оставался лежать на диване. Но когда уже начали прилетать вот эти огромные ракеты, и у нас в этом рядом в доме в бомбоубежище было все забито людьми, уже было просто даже не все помещались, потому что все поняли, что все серьезно, реально можно погибнуть. То есть отношение у местных изменилось к войне, корни. И, естественно, и ты понимаешь, что ты в глубокой опасности, реально. То есть это уже не шутка, это все серьезно. То есть поначалу это все воспринимается как, ну, не очень серьезно воспринималось. То потом это уже воспринималось очень
серьезно, очень опасно, страшно. А вот вообще, как бы 7 октября, это, получается, твой первый конфликт вот такого плана? Ну, то есть, когда вы поехали там во времена короны, не было же никаких обстрелов, правильно? Не было. Это был первый, это правда. И как ты вообще это все пережила? Да страшно было. В любом случае, конечно, страшно. И я скажу такое, что это было не только у меня. Я потом со многими разговаривала, и люди сказали, как бы люди выразили свою точку зрения, у них было доверие к Израилю, к государству, к защите, к обороне, и оно было потеряно. В один момент оно все было разрушено. Но у меня не было такого большого доверия к Израилю, но все-таки было, все равно было. И вот, можно сказать, 7 октября для меня это как полностью разрушила вот этот миф, как бы, что безопасно, что как бы тебя защищают, что ты под охраной, что все будет хорошо. В любом случае, даже если все плохо, тебя защитят. Я поняла, что нет. Тем более, что у меня у подруги, скажем так, чудом, просто чудом, дочь не попала туда. Просто чудом не попала, потому что, я не знаю, то ли заболела, то ли что, она очень хотела попасть туда. Вот, и она не попала на этот фестиваль, вот, и она тоже много все пересмотрела в своей жизни, потому что она год не говорила маме о том, что она взрослая, отдельно живет, что она хотела попасть и не попала. Она до сих пор, что называется, вообще рада и счастлива, что все так обошлось, потому что неизвестно, чем бы закончилось это в ее жизни. А сейчас вот ты уже привыкла к войне или к этому невозможно привыкнуть? Ну, ее сейчас как таковой нету, вот прям вот так, как было. Слава богу, что ее нету, не бомбят вот так, и мы спим спокойно. Потому что к тому, что было, привыкнуть, я не знаю, как это можно привыкнуть, это невозможно к этому привыкнуть. Ну, ты же понимаешь, что до конца ничего не закончилось, и в любой момент может начаться все заново. Вот как вообще вот жить в такой реальности повседневной, что, что конфликт это как часть повседневности? Ну, я не знаю, честно говоря, как в этом жить, но я лично, вот, ну, на данный момент я живу просто данным моментом, вот сейчас. Сейчас нету, и слава богу. Но я понимаю, что, ну, скажем так, строить большие планы на будущее практически нельзя, потому что у тебя все под большим вопросом. Вот все под вопросом. Под вопросом жилье, под вопросом твоя безопасность, под вопросом безопасность твоих детей. То есть, скажем так, у тебя гарантии, по сути, нет ни о чем вообще, ни о чем. То есть все, что ты куда бы мог поставить свою ногу, я сейчас скажу честно вот от себя, все, на что бы ты мог поставить ногу, это все становится как песок. Вот реально. Даже, то есть, если даже сейчас это еще как-то оно стоит, то у тебя нет никаких гарантий, от слова вообще совсем, 100%, что завтрашний день у тебя будут эти гарантии. Вот сейчас они есть, а завтра, ну извините. Ну, извините, я даже больше скажу, это вообще не в тему, может быть, сейчас, но я даже больше скажу. Вот даже по поводу пенсии или там всего, да, понятно, есть то, что мы накапливаем лично, но тем не менее, бюджет страны никто не отменял. Вот вообще никто не отменял, это то, благодаря чему мы живем. Есть отчисления, и мы получаем медицинскую помощь, битахлюни и так далее. Даже вот я сейчас, как разведенная женщина, да, я получаю помощь, какую-то еще не получаю, но буду получать, но тем не менее. Но это все из бюджета страны. Вот. А бюджет страны строится на тех деньгах, которые у нас берут. Мы работаем, у нас берут деньги. И есть такая вот глобальная проблема, о которой мы сейчас не сказали, наверное, не будем, но я просто хочу как бы немножко об этом сказать. Это то, по сути, я скажу, это то первое, наверное, после пандемии, вот то второе, что, о чем я задумалась. Когда я увидела большое количество людей, не работающих в Небраке, там, в Иерусалиме, да, вот сейчас датишных, это ортодоксальных, и я понимаю, что у них очень много детей. А я всегда любила математику. Я сейчас ее люблю, я все считаю, и это происходит как-то так неосознанно, не автоматически. Я про себя подумала, а что же будет через 20 лет? С учетом того, что в Израиль не приедут еще 20 миллионов, потому что Израиль не создает эти условия, чтобы люди ехали. Уже сейчас большинство людей, вот из всех моих знакомых, скажу честно, только несколько приехало во время войны, и то только из-за войны. Из всех семей, ну как бы, тех, кто имеет корни израильские, у нас их очень много, приехало только несколько семей. Все остальные уехали куда угодно, Америка, Европа, там, куда угодно, но только Канада, там, Австралия даже, ну, далеко, но только не в Израиль. Хотя они могли репатрироваться сюда. Все имеют корни они, но они никто не поехали. По разным причинам, что они как бы не захотели. Вот просто не захотели. Так я к тому, что 20 миллионов сюда не приедет. То есть надо рассчитывать на то, что есть. Вот эти 10 миллионов. Да, у нас тоже есть дети. Но у нас там 1, 2, 3 ребенка. Ну у кого-то, может быть, там светских, там, скажем, там 4. Это редкий случай. Я говорю даже про израильтян местных. То есть мы не перекрываем рождаемостью ортодоксальное население. Не можем это сделать.
И вот эти дети вырастают, и они каким-то образом через налоги должны содержать местное население ортодоксальное, которое в несколько раз выше по численности. И то есть я не вижу, каким образом бюджет сможет содержать их через 10-20 лет. Это невозможно. Это просто невозможно. То есть мы уже подошли к какой-то точке, где бюджет страны просто не осилит оплачивать то, что сейчас оплачивают ортодоксальному населению. Им бесплатно дают, допустим, дается дом, им даются квартиры. Никому из репатриантов не даются бесплатно квартиры, не даются. Им реально даются. Процент обязан частная фирма, она дать какой-то процент квартир именно ортодоксальному населению. А наши зарабатывайте как хоть умрите, но это ваше личное дело, как вы будете где жить и где будут жить ваши дети. То есть вот это несправедливое отношение к людям, которые вкладывают свою жизнь, своих детей в армию, в работу, все в это государство меньше всего о них заботится. О людях, которые ничего не дают практически, да, по минимуму этой стране, и больше получают там дотации, квартир, финансового обеспечения, все, скидок и прочее, они больше всего получают от государства. Это в корне несправедливость, самая главная, самая большая, я считаю. И плюс я не вижу именно как бы чисто экономического будущего, ну пусть даже не 10, вот ну, 15 точно лет мы это уже увидим. А я думаю, через 10 лет мы это почувствуем очень хорошо. А через 15 уже это будет просто катастрофа. А 20 лет я даже не хочу об этом думать. Но для меня это уже все ясно. Мы физически, если только нам кто-то дополнительно из других стран не будет давать деньги. Мы сами это, плюс война, то есть постоянная оборона усиливается, много денег на это надо. Где мы возьмем столько денег? Нету бюджета страны столько. Просто нету. И что ты думаешь с этим делать? Ты собираешься здесь жить до конца жизни или как бы, у тебя есть какие-то мысли, планы? Я не могу точно сказать за будущее, да, знает его только Господь Бог, что называется. Вот, но я в любом случае думаю, что можно придумать еще, потому что, как минимум, я не вижу способа здесь купить жилье, а жить вечно на съеме я точно не хочу. Это в чем же счастье всю жизнь, ну, как, что называется, жить, и в итоге жить у кого-то, у какого-то дяди всю жизнь. Это несерьезно. Ну, это вообще, для меня это как минимум неуважение к себе. Ты должен как бы хорошо жить свою жизнь. А в Израиле это сейчас на уровне фантастики. Скажи, вот если убрать дипломатию, ты жалеешь о переезде в Израиль? Что? Еще раз. Если убрать дипломатию, ты жалеешь о переезде в Израиль? Нет, нет. Первое, почему я не жалею, здесь я получила много возможностей для себя. Все равно. И в плане, я работаю сейчас вот, помощницей ассистентом стоматолога. То есть мне нравится эта сфера. В принципе, это то, что я любила в Украине, но я не имела этого образования и, по сути, туда не шла. Здесь я так работаю. У меня здесь дополнительно есть возможности, ну, для себя лично это мои хобби, которые я там не имела, сейчас я реально их имею. Вот. И вообще я, можно сказать, прощупала себя. То есть я поняла, проверила себя на могу. На прочность. Да. То есть я вот, получается, саму себя даже удивила, вот, скажем так. Открыла в себе новые возможности, которые там бы я, возможно, не открыла. Поэтому я не жалею 100%. Вот. И как бы и лично говорю сейчас о себе. Я не жалею. О будущем все это пока очень такой сложный вопрос. То есть сейчас ты счастлива? Ну, есть много чего надо решить. Но прям сказать, что я несчастна, тоже неправда. Сейчас, ну, счастлива не могу сказать, что прям в полноте. Но как факт, данный момент жизни я пользуюсь тем, что есть, и пользуюсь с удовольствием. Вот я так скажу. А что тебе не хватает для счастья? Ну, мне много чего не хватает. Не будем об этом передаче. Если бы все вернуть назад, ты бы сделал то же самое снова? Думаю, да. Думаю, да. Но второй аэродром точно нужен. Это 100%. Ну, то скажи, что это твой личный опыт, и не попытка обобщать. Скажи. Ну, Скажи. да, это мой личный опыт, конечно. Это мой личный опыт, что... Но опять же, это каждый для себя решает сам. У кого-то может быть, ну, это как такой момент, что удачи тоже. Может быть, у кого-то вообще все по-другому сложилось. Изначально он переехал, и все у него шло как по маслу. Это же бывает... это же не значит, что типа у всех все одинаково. Конечно, нет.
Но я так скажу, вот опять же, из моего личного опыта, может быть, потому что у меня очень критическое мышление, я так скажу, но это тоже специфика человека. То есть я все сразу преломляю, анализирую, взвешиваю и очень трезво смотрю лично своими глазами. То есть я слушаю, прислушиваюсь к другим людям, но я всегда ориентируюсь на свои мозги, А если, на свое понимание. ну, а если бы вот ты просто бы полюбил Израиль, и он бы полюбил бы тебя просто изначально? Ну да, это всё. Это полная ерунда. Дело в том, что Израиль — это люди, это же не какое-то обобщенное непонятно что. Это люди. Все, каждая страна состоит из людей. И вот, если как бы есть в Израиле момент, вот, допустим, обманывать — это норма, лицемерить — это норма. Как можно быть счастливым в обществе, где тебя постоянно обманывают и лицемерят? Ну как? Это нереально. То есть, конечно же, люди могут привыкнуть, могут адаптироваться, но это не говорит о том, что они счастливы. И больше того скажу, из всех моих знакомых, с кем я близко общаюсь, больше процент недоволен, меньше процент доволен. И то я скажу, что довольны те, которым я не верю. Я просто знаю, что они обманывают. Они люди, которые врут, поэтому доверять их словам нельзя. Те, кто говорит честно, они все признают, что они не то, что, может, даже жалеют, что переехали, они, может, и не жалеют, но они все думают, как решить этот вопрос. Не очень, ну, не все хотят оставаться, многие уже уехали. А вот спустя 4 года, и вот ты сейчас говоришь, что ты пошла работать по профессии, которая тебе нравится, и вроде как иврит выучила, и там, да, ты чувствуешь, Чуть-чуть лучше, но выучила нет, вряд ли. ну, ты уже говоришь как бы на иврите плюс-минус. Немножко говорю, но это недостаточно, все равно недостаточно. Ну, ты чувствуешь, что отношение к тебе поменялось как-то в лучшую сторону? Или, ну, типа, что есть секрет в знании иврита, а не знании иврита? Говорят же, вот что, типа, говорят, что, типа, вот просто иврит выучи, и все у тебя нормально будет. Ты чувствуешь, что ты стала своей, как бы? Или все еще чужая, как бы, в системе? Нет, знание иврита, оно упрощает жизнь, это, конечно, это 100%. Но дело не в этом. Вообще дело не в этом. Если человек готов смириться с тем, что есть, и его это устраивает, это у каждого свои запросы, то, возможно, да, ему все подойдет. Опять же, кто-то нашел себе более-менее работу, тоже в зависимости от того, как он жил раньше, да, или у человека нет особых претензий к этой жизни, то да, возможно. Но опять же таки, большинство все равно людей, все, кого я знаю, они говорят, что мы в будущем не уверены. Это и жилье, и цены, и война. Все вот русскоговорящие, кого я знаю, они это все прекрасно понимают. И те, кто давно живет, и те, кто недавно живет. И я скажу одну вещь, которая, как бы, я думаю, что на это уже завершим. А, У людей было доверие к стране и доверие к правительству. И у многих разрушилось доверие к стране и доверие к правительству. То есть все, ну, я так понимаю, что многие, кто давно ехал сюда и сейчас недавно ехал, все равно ехали сюда как в убежище для будущего себя и своих детей. И когда они понимают, что ты в этой стране находишься на таких же правах, и у тебя такие же отсутствия гарантий, как и там, где ты был, это разрушает все, вот, все твои мечты, скажем так. То есть гарантий у тебя нет ни о чем. Вот то, что я сказала, ни для чего, ни о чем. И, по сути, все понимают, что правительству наплевать на людей, что защиты никакой особо нет, что будущего тоже очень, как бы, такое, все очень ненадежно. Вот 7 октября, цены, ситуация с правительством, ну, как бы все, что происходит в политике, это невозможно не замечать. И люди, которые вдумываются, есть те, которые делают вид, что все хорошо, как бы живут в самообмане. А те, кто думает, для них это очень, ну, как бы, не знаю, это, как можно сказать, черта подведенная, итог. Очень нехороший итог, очень печальный, очень разочарованный. Я же говорю, такое ощущение, что тебе стать не на что. У тебя везде песок. Если до этого было как-то на что-то стать, может, это было иллюзорно, но как бы люди мысленно где-то становились, то сейчас это все просто разрушается. Просто разрушается. Потому что демократия, которая не демократия, как бы война, которая не заканчивается, обещания, которые не выполнены, и погибшие люди, ради чего погибшие, непонятно, и безопасность, которая не безопасность. Вот так.
и печально, и как бы, ну это вот то, как я вижу, как бы более правдивый такой взгляд. Все, достаточно. Мы закончили с тобой. Но я хочу сказать очень важную вещь, за что я точно люблю Израиль, и я очень Богу благодарна, это люди. Я вот точно хочу сказать, что золото Израиля — это люди. Потому что на протяжении 4,5 лет все самое лучшее случилось именно благодаря хорошим людям. И в основном это все русскоговорящие, это правда. Не ивритоговорящие, как мне это рассказывали, а именно русскоговорящие. Это вся помощь, и финансовая, и подсказывать, и какие-то советы, и прям реальная помощь, прям физически. Это все наши люди. Были, конечно, и не очень хорошие люди, но все-таки в большинстве своем все хорошее, что я имела, это наши люди. Те, которые давно, те, которые недавно, но тем не менее, это наши люди, те евреи, которые сюда репатриировались, приехали, даже кто-то туристы, неважно, это все русскоговорящие люди со всего постсоветского пространства. Это и Узбекистан, и Литва, и Россия, и Украина, и Беларусь, ну, в общем, все. И поэтому я точно знаю, что вот земля Израиля это вот наши люди, которые здесь. Вот они золото, и вот за это я точно вот Израилю благодарна. Вот реально за настоящих хороших людей. Вот честно, искренне, прям от всей души. Ну все, на этой хорошей ноте давай закончим. Окей. Спасибо тебе за то, что пришла, рассказала, как обычно. Уже вторая часть. И тебе спасибо. Теперь думаю, о чем можно еще третью часть снять. Буду с этим моим героем на канале постоянно. Ну все, ладно, давай. На связи, Алина. Это Израиль, детка. Ага, тут жизнь не конфетка. Это Израиль, детка. Ага, тут жизнь не конфетка.